позволить 14-летние спортсмены. Ну, чтобы такой у вас вид спорта. Нужно с юных лет привыкать к трагедии. Уметь кататься так, чтобы все рыдали. Чтобы, когда она уже будет взрослой, чтобы не было шансов ни у зрителей, ни у судей отвертеться. Эльвина Тугузбаева будет кататься следующей. И ее протокол обещает нам четверной тулуп уже в самой первой группе участниц. Надо сказать, что можно было даже ожидать, что Эльвина окажется повыше после своей короткой программы. Ну вот, как-то не сложилось. Сейчас мы уже видим, что она разминает пока что тройной тулуп под четверной, но запас высоты сразу нам позволяет догадаться о том, что вскоре будет и четверной. Ну вот беспощадная короткая программа, конечно, не очень чисто она сделала, точнее, прям по судейским оценкам совсем не чисто, да, если бы мы смотрели, как простые зрители с трибун, сказали, ну что, каскад как каскад, а у судей там и недокрут, и не то ребро, точнее, неясное ребро, минус 4, конечно, с такими оценками Эльвина оказалась вот довольно-таки далеко от вершины, потому что все девочки катались достаточно чисто, и лидеры так вообще показали совершенно потрясающее по чистоте и красоте катания. Поэтому пока отставание, но в произвольной программе с хорошим набором крепким элементов можно продвинуться вперед. У нас мало спортсменок выступает совсем в первой группе участниц, потому что Агния Хазова снялась с этих соревнований. Ну вот буквально только что на ваших экранах был четверной тулуп от Эльвины. Пожелаем ей, чтобы и в прокате он тоже удался. Прям чистенький был. Я на монитор смотрел в этот момент. Но вот с арены выглядел прям чистенько. Да, супер. Супер-супер. Красивые, изящные спортсменки. И разминка подошла к концу. Очень красивые у всех платьица в первой группе участниц. Такие все элегантные, модные, современные. Прямо не юниорки, а загляденье. Пожелаем всем удачи. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Ярослава Быстрова. Ярослава Быстрова, представляющая Омскую область, катается в своей произвольной программе под музыку группы Цвай, Warriors, воины, песня о силе духа, преодолении трудностей. Все то, что надо для произвольной программы, чтобы подняться с заключительной строчки. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
Поддерживают в завершении катания свою спортсменку из Ярослава родной Омской Быстрова. области Ярославу Быстрову. Публика, кое здесь огромное количество, и это невероятно круто и очень красиво. Ну, сегодня прям очень сложно сложились обстоятельства для Ярослава. Еще и музыка почему-то не хотела запускаться чуть-чуть, может быть, даже из-за этого сбился прицел на исполнение. Ну, так получилось. Да, прокат был сложный, далеко не безошибочный, но это уже намного лучше, чем было в короткой программе. Сейчас будем разбирать по элементам, но в короткой и Луц, и Флип, и Ридбергера совсем не получились. То здесь мы уже видим, что Ярослава прекрасно владеет старшими тройными прыжками. В короткой мы желали ей побольше уверенности, чтобы справиться с ними. И как будто по ходу проката периодически вот эта уверенность у нее появлялась. И на первом тройном флипе ошибка, на тройном луце тоже ошибка, а вот когда второй раз нашла на эти прыжки, они у нее уже лучше получались. И второй тройной флип она сделала, и тройной луц сделала, и Ридбергер. Поэтому как раз мы видим, что владеет она этими прыжками. Это и вчера было видно, у нее очень хороший прыжок, хорошая техника прыжка. Но вот от неуверенности выскакивают ошибки, в том числе и на тройном сальхове, который, я думаю, легко у нее получается. Так что больше просто, наверное, стартовать, набирать этой уверенности, и все обязательно получится. И под аплодисменты публики показывают они сердечко. Здесь на арене огромные совершенно экраны, на которых есть и повторы, и публика в курсе всего, что происходит, и видно, и слышно. Прекрасная атмосфера. Ярослава мне немного напоминает фигуристку Полину Цурскую, которая тоже родом из Омска. И у Полины как раз тоже была очень хорошая техника прыжков, очень высокие пролетные прыжки. И мне кажется, что у Ярославы есть все данные для того, чтобы тоже реализовать свой потенциал. Ну, мы будем с нетерпением ждать возвращения Ярославы на соревновательный лед. Ярослава Быстрова. Где-то еще на каких-то соревнованиях или в следующем сезоне. Желаем ей удачи с ее красивым и техничным катанием, набираться опыта и становиться сильнее. На лед приглашается Маргарита Передельская. Маргарита Передельская Орловская область. представляет Орловскую область на этих соревнованиях. Катается она под инструментальную музыку Араша Амирзаде, который творит в жанре иранской, персидской традиционной культуры.
Какая молодец. Маргарита Передельская, какое проникновенное Маргарита и Передельская. аккуратненькое катание. И выполнила практически все, что обещала. И это очень понравилось публике, да и нам с Аней. Да, Маргарита сегодня умничка, и вчера она нас покорила своей замечательной улыбкой. И несмотря на то, что вчера прокат не совсем удался, она сохраняла этот позитивный настрой. И вот сегодня этот ее настрой, мне кажется, как раз-таки принес ей, ну, можно сказать, чистый прокат. Да, сейчас, конечно, будем разбираться в нюансах, но сегодня она справилась. И, конечно, замечательная заразительная улыбка. Это всегда прекрасно. Давайте сейчас посмотрим по элементам. Начала она с каскада тройной тулуп, Оллер, тройной сальхов. Хорошо, чисто докручено, выполнен этот каскад сложный. Затем был исполнен тройной флип. Но мы видим на приземлении прям снег из-под лезвия вылетает. Это повод присмотреться к докруту. И вот как раз техническая бригада присмотрелась, ставит четверть недокрута, хотя мне кажется, что в принципе можно было и в пользу спортсмена, может быть, даже Q поставить. Но строги сегодня были арбитры. Затем она выполнила комбинацию из тройного ридбергера и двойного акселя, сольный двойной аксель. И вот во второй половине программы тройной лутс в каскаде с двойным тулупом, тройной ридбергер и тройной тулуп во второй половине. Все выполнено чисто. 2 вращения на 4-й уровень заключительных. Красивые позиции. Ну и, конечно, очень проникновенное катание. Вчера такая более зажигательная была программа. Сегодня нам Маргарита открылась с другой стороны, и тоже у нее это замечательно получается. Да, красиво, элегантно и очень много позитива дарит всегда своим болельщикам. Я думаю, что и тренеру, и семье, и всем своим друзьям. Маргарита. Бывают же светлые люди на свете. 36 сотых балла. Сумма за 2 программы 140,58. Сумма баллов на ваших экранах. На данный момент она впереди. Спасибо, пап. На лед приглашается Аделина Камалова, Республика Татарстан. 2 спортсменки из Казани будут сейчас выступать. Первая – это Аделина Камалова. В Магнитогорске была она 6-й. Здесь пока, к сожалению, занимает предпоследнюю позицию. Звуки поезда – это, конечно же, программа Анна Каренина.
Аделина Камалова. Очень красивая картинка получается, да, вот в таком красивом платье на фоне переполненных трибун и с такой красивой программой. Это же вот какая ценность для спортсменки благодаря Первому каналу иметь в своей карьере вот такие, в самом начале карьеры, такие красивые кадры. Молодчина, и катался очень хорошо. Да, очень понравилась произвольная программа Аделины, и как она ее нам представила, как она ее интерпретировала. Давайте посмотрим на технические элементы. Начала с тройного сальхова, затем самый сложный элемент, я думаю, программы — каскад, тройной луц, тройной тулуп. Видим, что на тулупе немножко так на приземлении конек дрожит, и это как раз-таки недокрут в четвертьоборота. Действительно, он был. И вот единственная грубая ошибка в программе — это одинарный Ридбергер вместо тройного. Нам его здесь решили не показывать, эту ошибочку. Но я думаю, что это больше именно недостаток какого-то контроля, внимания, где-то не уследила, потому что технически она этот же прыжок во второй половине программы выполнила, где сил уже меньше, и мы как раз увидели, что никаких проблем нету с этим прыжком. Замечательно справилась с комбинацией тройной флип и 2 двойных акселя. И вот как раз после Ридбергера, после ошибки, показалось, что она немножко подзажалась, немножко подзакрылась в плане презентации своей программы. А потом, как только пошла вторая половина, прыжки начали получаться, и она снова раскрепостилась и снова, мне кажется, очень ярко представляла нам свою программу, очень вдохновенно каталась и образ передавала. Так что большая молодец. Всем Арбузова Тим, Абуки забыл. Алине Ильдаровне, Ольге Валерьевне, Ольге Владимировне. Всем большой привет. Спасибо большое всем тем, кто меня поддерживал. Все приветы получили, адресаты. И надо еще отметить, что вот двойной луц в середине программы, это так было запланировано. Да, это была не ошибка, это Они так просчет посчитали, программы. Да. элементы, и она сделала и двойной луц чистенький в завершении. Два тройных луца тоже да, исполнила. тоже, ну, заключительный в самом конце программы абсолютно чисто. На лед И она приглашается сейчас лидирует. Эльвина Тугузбаева, А Республика впереди Татарстан. катание Эльвины Тугузбаевой, которая в своей произвольной программе под энергичную музыку Powerhouse, которую она так любит и использует эти аранжировки в обеих своих программах, она будет исполнять четверной тулуп. По крайней мере, так заявлено. Never saw it come, all your backstabbing, so you could cash in on the good thing before I realized your game. I heard you're going wrong, playing victim now, but don't even begin feeling I'm the one to blame, 'cause you dig your own It makes me that much stronger, makes me work a little bit harder. It makes me that much wiser. Thanks for making me a fighter, letting me learn a little bit faster, made my skin a little bit thicker. It makes me that much smarter. Thanks for making me a fighter.
through living in denial. In the end, you'll see you won't stop me. Ain't gonna stop. There's no turning back. It makes me that much stronger. Makes me work a little bit harder. Makes me that much wiser. Thanks for making me a, thanks for making me a, thanks for making me a fire. Thanks for making me a fighter. Ну, лежит это, конечно, на поверхности, но действительно ее программа Тугузбаева. называется «Боец», и Эльвина Тугузбаева таковой и является. Молодец, рискнула, пошла на максимальные достижения в своей программе. Четверной прыжок, да, не получилось, но она решилась. Молодчина. И потом сражалась всю программу и выкатывала ее. Сегодня не без ошибок, и, конечно, несомненно, самая обидная ошибка – это именно стартовый четверной тулуп, потому что сделала она его на 6-минутной разминке, мы это видели в трансляции, а здесь абсолютно сразу же пошла из круга, вывал очень сильный, такое довольно болезненное падение в недокрут. Обидно, конечно, да, но хочется отметить, что все девчонки из первой разминки в произвольной выглядят намного увереннее, чем в короткой, намного лучше справляются с элементами. И, конечно, пожелаем им, чтобы и с первого дня соревнований эта уверенность в них присутствовала, потому что те элементы, на которых они ошибались вчера, сегодня абсолютно легко они выполняют. Вот мы видим во второй половине программы каскад, тройной лутс, тройной тулуп. Да, он не идеально чисто исполнен, но это намного лучше, чем было в короткой. Единственная ошибка на тройных грубо, это вот как раз-таки тройной лутс, который только что мы видели на ваших экранах, степ-аут, но здесь, я думаю, последний прыжок в программе уже немножко просто концентрации не хватило, чуть раньше себя отпустила, не додержала эту контроль, но в остальном очень достойно справилась со своей произвольной программой Эльвина и действительно боец настоящий. Да, так и есть. Интересно, дождемся ли мы от нее приветов? Или расстроена и не в настроении. Но мы поддерживаем. Да, расстраиваться точно не время. Есть над чем работать и что совершенствовать к новым соревнованиям. Расслышал слово «концентрация», которое говорит тренер своей спортсменки. На 6-минутной разминке четверной тулуп получился, а вот когда она тройной разминала, была на одном из тройных тулупов один в один такая же ошибка, как и в прокате на четверном. Очень сильно она также вылетела из круга именно в левую сторону. Так что, видимо, эта ошибка периодически выскакивает. Подправить ее и исполнять в программе так же, как он получился на 6-минутной разминке. И все будет замечательно. Да, в этом сложно-координационном виде спорта концентрация и внутреннее состояние спортсмена, конечно, играют какую-то сумасшедшую роль. И вот, казалось бы, находишься на 15-м месте после короткой программы. Всего-то чуть-чуть настройки, да, чуть-чуть чище вы с какого-нибудь прыжка или тем более с каскада, ты получаешь сразу 2-3 балла и взлетаешь на 5-6 мест моментально. Очень тонко, очень-очень тонко. Но она сейчас лидирует как в произвольной программе, так и по сумме двух программ. А впереди следующая группа участниц. Встречаем на льду участниц второй группы.
Мария Нардюжева, Ростовская область. Ксения Кубрина, Омская область. Лидия Голубова, Санкт-Петербург. София Шепелева, Санкт-Петербург. Милана Лебедева, Москва. Валерия Шарапова, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. На льду следующая группа участниц, которые заняли места с 7 по 12 после короткой программы. Отделяет их друг от друга 5 баллов. Ну а Валерию Шарапову от 5 места отделяет всего 2 балла. Поэтому в том числе можно предполагать какие-то перестановки, включающие в себя сильнейшую группу участниц. Мария Нардюжева будет кататься первой. Она представляет Ростовскую область. Свои 14 лет. Будет кататься под знаменитый романс «Гори, гори, моя звезда» в современном исполнении. Романс, которому уже сколько лет? 170, наверное. И какие только времена он не переживал. То потрясающую популярность еще в царской России, потом запрет в СССР, потом опять разрешение, опять взлет, и снова стал хитом. Надеюсь, что сегодня тоже будет хитом эта программа. В прошлом году была первой на соревнованиях юниорок в Краснодаре, второй на чемпионате и первенстве Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округов в Ставрополе. Красиво катается эта фигуристка. Ксения Кубрина, 15-летняя спортсменка, представляет Омскую область. Пятой была на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры» с неплохим результатом. Также тренируется в спортивной школе 35 у Ирины Милениной. Лидия Голубова из Санкт-Петербурга, спортсменка. Неделю назад в Москве была 13-й. Сейчас здесь на 10-м месте с незначительным отставанием от 8-го и даже в какой-то мере от 7-го места. Может улучшить свой результат. Ученица Ольги Ефимовой и Василия Попова. София Шепелева представляет другую питерскую школу, школу Тамары Москвиной, где тренируются у Дмитрия Хромина и Николая Морошкина, хореографа. Несколько дней назад был у нее день рождения, исполнилось ей 14 лет. Тренер так поддерживает спортсменку после выполненного элемента. Тем временем Евгений Плющенко и Екатерина Митрофанова работают на разминке с 15-летней Миланой Лебедевой. Милана в этой группе участниц может исполнить четверной сальхов. По крайней мере, он заявлен. Четвертой она была на первенстве России среди юниоров.
На прошлом этапе четверной Сальхов тоже был в заявке, но в итоге они сделали ставку на чистый прокат. На четверной Милана не пошла, и вот пока что остается 1,5 минуты до конца разминки. Сальхов она не разминает. Посмотрим. Стратегия. Валерия Шарапова будет завершать эту группу участниц. В Санкт-Петербурге она катается на льду Олега Татаурова. Также хореограф Наталья Тушинская. Месяц назад на московском этапе была 6-й. Олег Станиславович самый непроницаемый тренер всегда на разминке. Бывают разные виды тренеров. Активные, поддерживающие, бывают подсказывающие по технике, даже ругающиеся тренеры, бывают суровые, как Сергей Давыдов, а бывают непроницаемые, как Олег Татауров. За этим всегда интересно наблюдать. Девочки на разминке выглядят очень уверенно. Ни у кого с тройными прыжками трудностей не возникало. И каскады все очень уверенно исполняют. Пожалуйста, Что, конечно, ждем чистых прокатов. Ну, не стала делать Сальхов, да, четверной? Да, Сальхов не разминала. Так что, думаю, сюрпризов ожидать не стоит. Завершена разминка, на и лед мы приглашается продолжаем. Мария Нардюжева. Мария Нардюжева. Ростовская область. Ростовская область. Гори-гори, моя звезда. Гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда.
Мария Нардюжева Нардюжева очень проникновенно открывает вторую группу участниц. Для себя, точнее, давайте так, всегда делим для простых зрителей и для судей. Для простых зрителей очень чистое, очень собранное катание, большая молодец, с очень необычной расстановкой элементов. Расскажи, как так получается. Да, очень необычная расстановка элементов и, в принципе, контент сам по себе очень необычный. Я такого не встречала. Во-первых, произвольная программа начинается с вращения, что не то что огромная редкость. Я вообще особо не вспомню, наверное, таких расстановок. Но так не делают обычно, чтобы не терять Потому силы. что довольно сложно, да. Обычно расшатывать начинают себя. всегда с самых сложных прыжковых элементов. А вот самый сложный прыжковый элемент, он стоял третьим элементом. Каскад, тройной флип, тройной ридбергер. Мы всегда говорим, что каскады с ридбергером — это самые коварные каскады. Их очень редко исполняют на соревнованиях, потому что по баллам они не приносят настолько большого преимущества, насколько это тяжело в исполнении, насколько это ненадежный такой каскад, действительно коварный. А здесь началось вращение, потом был исполнен двойной луц, и только потом третьим элементом сложный каскад. И вообще вот в чем, наверное, необычность всего контента, что все три каскада исполняются сложными. То есть исполняется каскад с тройным ридбергером, флип-ридбергер, потом с тройным тулупом во второй половине программы луц-тулуп, и потом еще комбинация с тройным луцем и двумя двойными акселями. То есть все очень три сложных каскада. Но при этом есть в программе два двойных луца. Ну, то есть кто-то очень сильно поколдовал, конечно, над этим контентом, чтобы придумать такую расстановку элементов, но это очень интересно, когда вот мы смотрим такое количество программ и видим что-то новое, какие-то новые подходы, новые решения. Ну, а так элегантнее, может быть, программа выглядит, если... Ну, глаз точно цепляет. Я думаю, что и зрители, и технические контролеры, и судьи — это люди, которые видят множество программ, и уверена, что каждый для себя отметил, что это интересное решение. Ксения Кубрина. Она четвертая по Омская произвольной область. программе, третья по сумме двух программ. Это было запоминающееся катание. Омская фигуристка Ксения Кубрина катается под сопрано турецкого хабанера. Nadie puede dominar y se le llamó bien en vano si él prefiere rechazar. Lo que quería sorprender batió el ala y voló. Una habla y tras se calla, no ha dicho nada pero me gustó.
je ne me regarde toi. Si tu ne m'aimais, si tu ne m'aimais pas, je t'aime. Ouais, si je t'aime, si je te regarde toi. Ксения Кубрина разволновала Анну Щербакову своим вступлением в программе «На рондо капричиоза». Нахлынули воспоминания, но затем уже пошла хабанера в такой Ксения оригинальной Кубрина. трактовке. Ну, надо сказать, что не хватало, конечно, скорости в катании Ксении. Такое оно под конец вообще так подостановилось. Но она старалась, большинство элементов своих выполнила. Да, очень достойный прокат произвольной программы. Где-то сейчас, конечно, будут и прыжки пересматривать, где-то, может быть, и по скорости немножко не хватало, но очень достойно, очень чистенько. Мы видели по завершении были вообще все эти зеленые огонечки, Да. наши любимые под элементами. Сейчас, конечно, будем разбирать все детально. С точки зрения презентации старалась, прям красивые позировки, доделывать все. Прыжки, когда она их делает чисто, то это прям очень эффектно. Выглядят они высокие, с руками наверх. Вот сейчас мы видим каскад, докрученный тройной лут с тройной тулуп вторым элементом. Затем комбинация из 2 двойных акселей. Вращение 4-го уровня. И тройной флип, заключительный прыжок первой половины программы. В первой половине даже не пересматривали никакие прыжки и не было повода. А вот сейчас мы видим тройной флип, Ойлер, тройной сальхов, каскад. Здесь на тройном сальхове находит недокрут, хотя, как по мне, флип тоже не самый удачный был. Затем комбинированное вращение 4-го уровня и заключительный прыжок в программе тройной лут, где тоже находит небольшой недокрутик. И заклон, он 3-го уровня, но я думаю, что это потому, что она немного опаздывала в музыку и просто не успела довращать Да, нужное сделала бы. количество оборотов. Так бы Мама, могла и на привет. 4-й уровень все вращения Если За сделать. исполнение произвольной Передает программы привет маме. Ксения Кубрина Ну набирает и в 107,10 итоге в минус были оценены балла. только вот эти Сумма 2 за две прыжковых программы элемента из-за того, что на них 159,99. были идентифицированы На данный недокруты, момент а занимает изначально второе место. судьи плюсами поддерживали спортсменку. Ну и то, что вращение уже было брошено в конце программы, тоже Лидия небольшой минус. И Голубова, она на втором месте, Санкт-Петербург. всего лишь балл, проиграв Ильвине Тугузбаевой. На льду Лидия Голубова.
очень боевая спортсменка из Санкт-Петербурга Лидия Голубова, которая Лидия даже Голубова. в лирической части своей программы в самом начале сразу взяла быка за рога и скоростью, и настроением пошла в прыжковые элементы, но уж когда пошла танцевальная часть, там уже за ней было не угнаться, что, как говорится. Но не хватило нескольких чистых выездов. Да, очень бодро начала Лидия. И, конечно, то, как она разгоняется на тройной луц, это вживую надо видеть, потому что очень такой насыщенный заход, очень много шагов перед этим, и на огромной скорости прям несется, вихрем пролетает Лидия на этот каскад, и, конечно, это выглядит очень эффектно. Начала она с тройного Ридбергера, очень чистенько, и вот сейчас как раз тот луц, на которой она так разгонялась с тулупом, чисто, докручено. Затем были выполнены тройной сальхов и двойной аксель. Первая половина программы вообще очень чисто, во второй половине тоже начала она с комбинации тройной луц, двойной аксель, двойной тулуп, на которой она уже традиционно набрала большую скорость. И вот заключительные два прыжка, это были тройные флипы, и именно там не хватило чистых выездов. Вот сейчас мы видим кантиливер, кораблик с наклоном назад. Она его Вот, в на флипе. каком-то своем стиле исполняет или на кого-то очень похоже в этом кантиливере? Ну, я думаю, что самый запоминающийся у Саши Трусовой, его часто в пример приводят. И вот у Лидии тоже очень хорошо исполнен этот элемент. Два тройных флипа — это вот то именно, где не хватило чистых выездов. Оба с идентичной ошибкой, с тройкой на выезде. И вот второе она сделала в каскаде. Это, конечно, обидно, да, потому что Передаю заключительные всем прыжки привет. программы. В Ксюша, исполнении произвольной программы Лидия Голубова набирает 112. Не успела всем передать приветы, потому что оценки уже выставлены. Она первая и по произвольной, и по сумме двух На программ. данный момент она занимает первое место. Ну а на льду София Шепелева, другая Вперед питерская приглашается фигуристка из София школы Тамары Шепелева, Москвиной. Санкт-Петербург. Катается под композицию Олафюра Арнольдса, исландского композитора, которая называется «Потерянная песня».
Какая молодец сегодня София Шепелева. Несчастный этот вчерашний Ридбергер София так далеко ее Шепелева. отбросил после короткой программы, но сегодня она каталась, ну, прям намного лучше, чем она каталась, в том числе на этапе в Магнитогорске, где были очень, ну, в общем, были ошибки, а сейчас, ну, прям замечательно, не будем вспоминать прошлое. Да, очень радует девочки сегодня своей произвольной программой нас. Очень многие, кто вчера ошибались как-то обидно, сегодня доказывают, что это были лишь случайности, показывают тот уровень, на котором они могут кататься. И вот как раз Софья не исключение. Прекрасная произвольная программа и с технической стороны, и с точки зрения интерпретации. В том числе начала с каскада тройной луз, тройной тулуп, чисто, докручено. Затем исполнила тройной ридбергер, тройной флип и двойной аксель в первой половине. Тоже без всяких вопросов. Не могу не отметить, что мне очень понравились ее вращения. И позиции во вращениях, и скорость, и прям старались даже где-то во вращениях руки добавить, подходящие под программу. Все 4-го уровня. И темп не терялся, несмотря на то, что музыка такая относительно сдержанная, да, но на очень высокой скорости все делалось. Да, и во второй половине каскад, тройной луц, двойной тулуп и комбинация, тройной флип, двойной аксель, двойной тулуп. Единственная вообще ошибочка небольшая, даже не ошибка, а помарка скорее, за всю эту программу, это двойной аксель в комбинации, на нем ставят Q, небольшой недокрут и снижением в 1 балл получает на этом прыжке. Но посмотрите, какая экспрессия, она прям очень заряженная сегодня вышла на лед, на этот прокат. И, конечно, это чувствовалось, я думаю, и через экран, и, конечно, вот к нам. Привет папе, Ольга. сестре и Валерии Николаевне. Тренеры такие с пониманием кивают. Да, Валерия Николаевна Очень тоже важная привет. часть, между прочим, соревнований. Передать Все всем сделала привет. правильно. Молодчинка. Молодчинка. 117 баллов. Это первое место по произвольной программе. И она на 4 балла больше набрала, чем в произвольной программе в Магнитогорске месяц назад. Ну и она лидирует на данный момент. Милана Лебедева. А впереди Москва. катание Миланы Лебедевой. Евгений Плющенко, Екатерина Митрофанова желают удачи своей спортсменке. Ее программа называется «Сильная воля». Такой саундтрек из видеоигры про Ведьмака.
Эффектное завершение программы. Молодец, молодец, Милана Лебедева. Немножко Милана так сосредоточена Лебедева. после окончания программы, понимает, что есть нюансы. Дело в том, что вот буквально на предыдущем этапе тоже были ошибки на недокрутах, которые позволили ей набрать только 114 баллов в произвольной программе. А здесь, например, для того, чтобы удержать свою позицию, 114 будет недостаточно. То есть нужно улучшаться, кататься чище. Получилось ли это у Миланы? Получилось, да. Сегодня Милана тоже огромная молодец. Девочки сегодня очень нас радуют своими произвольными программами. Сегодня прокат был намного чище и лучше, чем это было на предыдущем этапе. Очень радует всегда видеть именно положительный рост, как от старта к старту спортсменки набирают. В первой половине она исполняет только сольные прыжки. Все 3 каскада она оставляет на вторую половину. Без четверного, есть, как мы уже поняли. Да, четверной прыжок у нее стоит в заявке, но она и не собиралась его исполнять. На 6-минутной разминке тоже его не разминала. То есть на данный момент ставка делается именно чистый прокат, и я думаю, что это абсолютно правильно, потому что для начала нужно программу с тройными прыжками довести до максимума, до идеала, и дальше уже усложнять ее, добавлять туда четверные прыжки. Вот сейчас мы видели первый каскад во второй половине, исполненный тройной тулуп, он чисто исполнен. Хотя на предыдущем старте это не удалось сделать. Затем был исполнен каскад, тройной флип, двойной тулуп, двойной ридбергер. Вот там как раз-таки на флипе находят небольшой недокрут, и это единственная помарка за всю программу. Все остальные прыжки докручены, и заключительная комбинация из тройного луца и двойного акселя в том числе. Все вращения 4-го уровня. Прям молодец, набирает и набирает с каждым стартом Милана. И программа сегодня смотрелась, когда вот прыжки все получаются, и программа сразу ярче намного выглядит. Все сегодня было по-другому, включая арену, конечно же, да, тут Со такая зрителями, атмосфера. конечно, да. Сегодня довольно много зрителей на трибунах пришло посмотреть, поболеть за наших прекрасных юниорок. Евгений Викторович поддерживает комментариями. Каталась, чем в Москве, или здесь полегче? Полегче. Говорит, что здесь каталась полегче спортсменка. За исполнение произвольной программы И Милана Лебедева она набирает 117 баллов. И это первое место с опережением на полбалла в произвольной программе Софии Шепелевой, а по сумме 2 программ на целый балл. Ну а завершает эту группу На лед участниц своим приглашается катанием Валерия Шарапова, Санкт-Петербург. Валерия Шарапова, ученица Олега Татаурова, Натальи Тушинской. Катается она под такую мрачную композицию, которая повествует о сделке с дьяволом. И так вот по розовому платьицу и не скажешь. Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it is time to go.
Кричат трибуны «молодец», поддерживают болельщики, но вот это, наверное, первое серьезное такое расстройство Валерия сегодня Шарапова. у нас. Валерия Шарапова так здорово исполняла эту программу, но вот этот каскад, который и в Москве месяц назад у нее стоил ей минусов, сегодня и вовсе закончился падением. Да, очень нравится, как катается Валерия. Очень сильная фигуристка и технически, и с точки зрения катания на огромной скорости она показывает свою программу. Вращения мне у нее очень понравились. Хоть одно вращение на 3-й уровень сделано, но у нее все на большой скорости и с очень красивыми позициями. Очень хорошая у нее растяжка, поэтому и позиции красивые, и в спиралях это тоже было видно. Давайте перейдем к прыжкам. Начала она с двойного акселя, затем был исполнен тройной луц, флип, ридбергер. Это первая половина программы. Все прыжки сольные, как вы могли заметить, потому что все 3 каскада оставляют на вторую половину. И я всегда говорю, что это большой риск. Это сразу не дает тебе права на ошибку, потому что если ты ошибаешься во второй половине на первом прыжке, ты остаешься без каскада. То есть нет возможности его переделать, никакого запасного прыжка для этого каскада нет. И вот как раз сегодня получилась именно такая ситуация. Первый каскад во второй половине она хорошо сделала, тройной луц, тройной тулуп, но уже там мне показалось, что какая-то неуверенность присутствует. И вот сейчас можем увидеть на замедленном повторе, что оба прыжка в небольшой недокрут выполнены. И вот дальше последовала ошибка. Тройной сальхов, падение, недокрут на этом прыжке. И при падении сальхова она сразу же остается без каскада. Но она, вот за что можно похвалить, на сальхове должна была быть комбинация с двойным акселем и двойным тулупом. И при падении она перенесла эту комбинацию на следующий прыжок, и с тройным ридбергером, где должен был быть по плану только двойной тулуп, она добавила и двойной аксель, и двойной тулуп. Это молодец. Ну и также похвален за 4-й уровень во вращении и за одухотворенное катание. Но с результатом 108 баллов она оказывается на 4-м месте по произвольной программе. И также по сумме 2 программ тоже уступает Лидии Голубовой, Софии Шепелевой и Милане Лебедевой. А впереди финальная группа участниц, которая выйдет на лед после заливки, которую здесь, на арене в Омске, проводят сразу 2 машины. То есть очень быстро.
Встречаем на льду участниц третьей группы. Мирослава Лезина, Московская область. Агата Морозова, Санкт-Петербург. Лидия Плескачева, Москва. Алена Принева, Москва. Агата Петрова, Санкт-Петербург. Елена Костылева, Московская область. Разрешена разминка. В заключительную фазу входят соревнования юниорок на заключительном же этапе Гран-при России по фигурному катанию. Омск. Потрясающая атмосфера, замечательная погода. Публика собралась на стадионе, все ждут праздника фигурного катания, приветствуют, обращаются, такие все вежливые, добрые. Ну, прям замечательно. И, конечно же, на всех этапах есть свои положительные особенности. Ну и Омский ничуть не теряется в череде всех других этапов замечательных и по организации, и по духу. Впереди у нас группа из 6 спортсменок, которые покажут свои произвольные. Мирослава Лезина будет кататься первой. Вы наверняка быстро идентифицируете по ее костюму в произвольной программе, что это музыка из кинофильма «Фрида», посвященного жизни и судьбе художницы Фриды Кало. Такое серьезное
катание подразумевает произвольный. И ее тренер Оксана Балычева. Не так часто видим мы ее на стартах, но вот сейчас увидели, значит, ответственный старт и для школы, и для тренера, и для малышки-спортсменки. Очень радостно видеть Оксану Михайловну здесь на турнире. Это мой первый тренер. Вот, так что, конечно, с большим интересом буду следить за выступлением Мирославы. Затем выступит Агата Морозова. Агата после короткой программы занимает 5-е место. Кататься будет в этой черной пачке под музыку Чайковского с «Лебединого озера». И ее тренер Василий Попов на ваших экранах. 4-я она была в Казани. Ну и вот здесь такая плотная, суровая борьба, которую мы в том числе видели и в предыдущих группах. Так что готовьтесь к серьезным столкновениям, да, в баллах, в программах. Лидия Плескачева – это спортсменка из Москвы, где она тренируется со Светланой Пановой и Татьяной Моисеевой. С тройного акселя она обещает начать свою произвольную программу, чтобы претендовать на пьедестал турнира в Омске. Катается Лидия Плескачева под такие эффектные треки «It's a Beautiful Day» и «Don't Stop Me Now». Затем Алена Принева. — 12 ноября исполнилось ей 15 лет. Ученица Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза в школе «Хрустальный». В Казани не очень удачно она выступила, оказалась 7-й. Здесь сейчас на 3-м месте. Со 2 по 4 места чуть больше балла спортсменок разделяет, то есть с 66 баллов до 67,5. Поэтому результат абсолютно непредсказуемый, ни у кого нет никакого толком задела после короткой программы. Агата Петрова на ваших экранах. В Санкт-Петербурге тренируется у Алексея Николаевича Мишина, Татьяны Николаевны Мишиной, которая в свое время каталась под фамилией Оленева. И Владислав Сизганов также здесь на льду, на ваших экранах, работает с этой спортсменкой. Лирическая у нее такая программа под симфоническую музыку. Была бронзовым призером в Магнитогорске. Здесь на 2 с копейками балла отстает от Елены Костылевой. Она будет кататься в самом конце. И в этой группе участниц Костылева единственная спортсменка, у которой заявлены 3 четверных прыжка, тулуп и 2 сальхова в интересных комбинациях. Очень активно идет 6-минутная разминка, и Лида Плескачева уже исполнила чистый тройной аксель, Лена Костылева множество четверных прыжков, и вот сейчас разминает аксель в 3,5 оборота. И ждут нас и сюрпризы, в том числе Алена Принева четверной луц исполнила на разминке не с первого раза, но прыжок чисто был исполнен. В заявке пока четверных нет, но мы знаем, что она ими владеет. И вот, видимо, постепенно по ходу сезона уже будут добавлять их в программу. Желаем девчонкам уверенности, спокойствия и чистых прокатов. Это правда.
Так получается, что у Алены в двойной аксель стоит, да, в начале в протоколе, то есть это как протоколе- бы свободное место для под настроение, да, будет Да, она настроение прыгать исполняла и четверной. катала программу с не одним четверным прыжком, но в этом сезоне На начали лед пока с тройных. приглашается Постепенно, видимо, Мирослава добавляют. Лезина, Московская Так что не область. удивляйтесь, мы вас предупреждали. А открывает группа участниц Мирослава Лезина. Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar en la noche que se incendió, estrella de oscuridad que busca entre la tiniebla la dulce hoguera del beso, quema el amor en sus labios. El infierno es este cielo. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amame sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Ciérrame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Молодчинка, молодчинка Мирослава. Как держит настроение, держит публику и, конечно же, катается Мирослава Лезина. чисто. И вопрос, вот на предыдущем этапе в Магнитогорске, она же ведь тоже, в принципе, каталась четко по программе, все исполняла, но вот насколько... и основная проблема была в докрутых, недокрутых. Вот сейчас как-то изменилась ситуация на твой острый глаз?
Мне очень понравилась произвольная программа Мирославы. И, конечно, первое впечатление — это вновь, как и в короткой, вот эта экспрессия, с которой она катается. Казалось бы, такие взрослые темы и совсем еще юная миниатюрная фигуристка. Но вот ее харизмы хватает, чтобы заполнить эту музыку, заполнить пространство на льду. Что касается недокрутов, да, у нее действительно не очень высокие прыжки, но очень хорошая крутка. И даже в каскадах, где, казалось бы, очень тяжело докрутить прыжок из такого положения, и в короткой мы это наблюдали, у Мирославе это удается сделать. Все 3 каскада оставили на вторую половину программы, то есть начинает она с 4 сольных прыжков: ридбергер, сальхов, двойной аксель, тройной флип. И вот, видимо, во второй половине каскад тройной луз, тройной тулуп докручено. Этот прыжок даже и пересматривать нет желания, не дает повода она. Затем нам показали сейчас каскад тройной луц, двойной ридбергер. То есть настолько даже на мелочах максимальное количество баллов стараются набрать, что, конечно, проще с двойным тулупом сделать каскад, чем с ридбергером. Но вот даже тут вот стараются добавить. У меня вот единственное, что вызвало вопросы, это каскад комбинации, вернее, тройной флип, двойной аксель, двойной ридбергер. Но вот как раз, да, двойной ридбергер там немножко подвел. Именно на нем находят недокрут на самом легком прыжке в этой комбинации. Но это единственная помарка в этой программе. А вот как выходит так, что на предыдущем этапе у нее восклицательный знак, то есть неясное ребро было на луце, а здесь неясное ребро обозначают на флипе? То есть она что-то меняла за это время или так просто получилось по Ну нет, эмоции? технику прыжка все-таки так быстро не меняют. Это значит, что ставят именно неясное ребро, да, то есть неверное. Просто на одном прыжке, то на другом. Так бывает, да. Техника прыжка такая, что может под разными ракурсами для разной бригады по-разному смотреться. Очень понравилось вращение у нее, заклон особенно, очень красивые позиции на большой скорости, Бильман шпагат. Мирослава Лезина набирает 113,14. У нее 113 баллов. Это, к сожалению, чуть-чуть меньше, чем она набирала в Магнитогорске. Она занимает третье И место. она отстает от Лебедевой и Шепелевой, На уступает лед им по сумме 2 приглашается программ. Пока Агата что Морозова, 3-я. Санкт-Петербург. Агата Морозова, представляющая Санкт-Петербург, катается под Лебединое озеро.
просто браво. Какой замечательный уже второй этап подряд, ну, в Казани и вот сейчас. Катание показывает Агата Морозова, насколько оно выверенное, аккуратное и в то же время театральное. Я потрясен. Да, Агата огромная молодец сегодня. И правда, то, что мы увидели, это не просто прокат произвольной программы, не просто исполнение элементов, а настоящее театральное представление. И всегда очень нравится смотреть программы Агаты. И вот сегодня такая балетная постановка. И видно, как каждую руку, каждое положение, каждую позицию доделывает фигуристка. Давайте насладимся еще раз и повторами. В короткой программе на тройном Ридбергере были сложности, и даже прыжки, которые делала, все равно вот такого прямо из глубокого приседа ей приходилось их вытаскивать. А сегодня, причем на 6-минутной разминке снова были такие прыжки, а в прокате настолько уверенно она исполнила весь свой контент, что нигде не пришлось ей как-то бороться даже за прыжки. Вот как мы любим говорить, не боролась, а каталась сегодня. Не только на 6-минутной разминке, но даже перед самой программой Агата села вот тут вот на лед, как-то очень, ну, не получался прыжок прямо перед исполнением программы. Я даже испугался. Да, в прокате она словно забыла обо всех ошибках, так легко все исполнила, и все вращения на 4-й уровень, заключительный заклон в очень красивых позициях. Браво, сегодня прям показала то, на что способна. Ну, причем и в Казани она тоже очень хорошо каталась в произвольной программе. Мы это прекрасно помним. Тогда ей, может быть, не получилось подняться на пьедестал, потому что она была 5-я после короткой программы. Агата Морозова набирает 125. Но вот сейчас заявка очень мощная. 125 баллов – это больше, чем в Казани, на 2 балла, чем у нее же в Казани. И она занимает первое место с отличными баллами и ждет выступления оставшихся 4 спортсменок. На лед приглашается Лидия Плескачева, Москва. Лидия Плескачева с программой «It's a Beautiful Day» и «Don't Stop Me Now». Ну, кто может ее остановить сейчас? Никто. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. I feel good. I feel right. No one's gonna stop me now, mama. Don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. A good time, I don't wanna stop at all. Love of my life, don't leave me. You've taken my love and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it
my heart. Yes, I was born to take care of you every single day. Was born to love you with every single beat of my heart. Yeah, was born to take care of you every single day of my life. Yeah, I was born to love you every single day of my life. Вау, какая красота! Это катание сейчас Лидии Плескачевой. Ну, могу только сказать, что на стадионе оно выглядит еще более эффектно, потому что вот этот костюм, я вижу, как он Лидия работает на Плескачева. экране, как он работает на стадионе. Это сплошные золотые всполохи вокруг спортсменки, потому что здесь потрясающее освещение в этом зале. Поздравляем ее, как разогналась всего лишь тоже за неделю. Лида, какая молодец, да, уже слов не хватает, потому что девчонки с каждым прокатом набирают и набирают все лучше и лучше. И Лида не так давно восстановилась после травмы, и в Москве она буквально 2 недели как начала прыгать, и мы видим, что уже даже с московского этапа прошло буквально несколько дней, Да. тренироваться даже особо времени не было, но уже видно, что форма улучшается. Начала на программу свою с тройного акселя, элемент ультраси. Давайте посмотрим его в замедленном повторе. Она с такой уверенностью на него зашла, и даже вот немножко дрогнула нога на выезде, она вообще не допустила как будто и мысли, что здесь может быть ошибка. Вот решительность в глазах, все сделала за нее. Да, ну поэтому там все-таки меньше балла плюса, да, а не 2, как могло бы быть пока что, но все равно Ну да, это всё шикарный впереди. аксель. Шикарный аксель сделала. В Москве он был недокрученным, насколько я помню. Да-да-да. Да. То есть здесь она уже справилась, и дальше были какие-то шероховатости по программе в Москве, а здесь все, она их уже подчистила, исправила, и с другим абсолютно настроем выходила. Во второй половине вот мы видим каскад, тройной луц, тройной тулуп, затем была исполнена комбинация, тройной луц и 2 двойных акселя, и тройной флип. Все вращения исполнены на 4-й уровень, с очень хорошей центровкой. Молодец. 2 крутые программы в этом сезоне на Queen. Одна у Романа Савосина, другая у Лидии. Одна лучше другой. Да, мы знаем, что Лида может добавлять и добавлять еще и в элементах ультраси, так что желаем не останавливаться на этом и только вперед. 137,13. И это отличный результат. На 15 баллов больше, чем она набрала всего лишь неделю назад. Да. Ого, ничего себе, да, за 200 баллов перевалила ее оценка по сумме 2 программ. На лед И приглашается мы Алена ждем выступления Принева, следующих Москва. спортсменок. Их осталось 3. Алена Принева будет кататься первой.
Алена Принева в растерянных чувствах. И не только она одна, и мы немножко в растерянных чувствах, Алена и тренеры, Принева. безусловно. Группа Тутберидзе. И в том числе, думаю, что в растерянных чувствах... Ну, они, конечно, знают, что делать судьи, но просто Алена много повторяла одних и Слишком тех же много элементов. повторов, да, и было может прыжков. сейчас случиться вообще неприятное. То есть отсутствие какого-то элемента. Разберешь? Отсутствие, да, точно случится некоторых элементов. Думаю, что сейчас Сергей Викторович все разложит по полочкам, и они с Аленой эту ситуацию проработают, чтобы такого больше не было. Пошла она на четверной луц, да. как мы и говорили. Из-за На чего весь разминке, сыр-бор. на разминке у нее получился четверной луц, пусть и не с первого раза. И вот пошла она на него в программе. И, к сожалению, пошла очень неуверенно. Вот сейчас посмотрим. И вместо четверного скрутила лишь тройной и упала с него. И получилось, что засчитывается уже тройной луц. То есть первый этот элемент есть. Затем она исполняет еще один тройной луц, который у нее по плану стоит. Потом еще исполнила 2 тройных флипа и 3 двойных акселя. И получилось, что у нее повтор и 2 тройных луцев, и 2 двойных акселей. Да. Идет еще 3-й двойной аксель, он уже под звезду уйдет, его уже не засчитают. И вот еще 2 повтора тройных флипов есть, да? Почему-то Но двойные посмотрим аксели пока она что. повторяла, потому что она вначале не стала его прыгать, хотела прыгнуть луц, поставила его дальше вместо флип-тулуп. Ну, то есть перебор. А в каскаде она должна была прыгать Двойной луц, тулуп. аксель-тулуп. Ну да. Я пока тоже не совсем понимаю, это Алена во время проката что-то напутала, потому что, да, 3 двойных акселя у нее стоит как будто запланировано. Но, возможно, Алена просто немножко выбила ее первая попытка четверного, и дальше она, может быть, сама напутала и вместо двойного тулупа двойной аксель присоединила. Ну, посмотрим. Иногда вот до последнего стоит в судейском протоколе 0, а потом все-таки что-то там считают судьи, техническая бригада, что-то 2 на ум пошло и так далее. И оказывается, что все-таки можно засчитать каскадно. Потому что сначала же система ориентируется на список на список заявленных прыжков, а затем уже человек корректирует. Я сказал «вот», потому что в судейском протоколе, который высвечивается на наших экранах, мы можем видеть, что ей все-таки все элементы засчитали. Нет, двойной аксель. Да. Двойной аксель под звезду один ушел. Аксель вычеркнули, Да, получается. 3 двойных акселя все-таки нельзя Все, делать. вычеркнули аксель в комбинации прыжков. Ну, в общем, очень сложно. Вы можете по этому поводу сейчас не заморачиваться, потому что самое главное будет происходить дальше. Алена Принева, к сожалению, из-за этой неудачи заняла 3-е место, а впереди катание еще 2 спортсменок. Первая из них – это Агата Петрова. Напоминаю вам, что на данный момент лидирует Лидия Плескачева.
Агата Петрова тоже Агата молодец. Петрова. Тоже молодец. Очень ее программа, конечно, такая изящная, красивая и хореографически приятная. И огромное количество игрушек она получает, но берет самую большую. И немного такая, ну, как думаешь, все-таки расстроена из-за вот каких-то недокрутов? Или спортсмен так не ощущает? Есть, нет, это недокрут? Я думаю, что Агата в программе все ощущала, потому что Агата всегда еще, помимо технической стороны, очень красиво презентует свои программы. Она очень артистично, хореографично. Сегодня было видно, что она прям вся была напряжена в технических элементах, что все элементы были сделаны в борьбе, что это не был тот прокат, где все одно за другим получается и идет только на подъем. Нет, она прям боролась, где-то ось вращения съезжала немножко, где-то по докруту были вопросы. В общем, были свои сложности в этом прокате. И мне кажется, что из-за этого, конечно, чуть более зажато она катала эту программу. Было видно, что весь фокус уходит на то, чтобы сделать техническую часть. И, конечно, вот недокруты находят и на тройном Ридбергере, и на двойном акселе в комбинации находят. И видим мы, что вот прям видно, да, что выезды не самые уверенные, где-то вот ловила себя на... Ну, примерно похожий прокат, да, на то, как она каталась в Магнитогорске. Тоже в общем и целом все чисто, но здесь чуть-чуть Там чего-то все-таки не поуверенней хватает. был Да, прокат. даже поуверенней. Да, там был Просто чуть поуверенней. такая ситуация, что тогда она набрала 127 баллов, а сейчас для того, чтобы сохранить свою позицию, нужно 135 набрать на 7 Но я думаю, что больше. все-таки Лидия, На 8. откатавшаяся с тройным акселем, сейчас сохранит свое первое место. Но Агата большая молодец, потому что такие Молодец, прокаты, где все молодец. через борьбу, и она руки не отпускала, грубых ошибок не допускала. И это тоже очень ценно. Это опыт, который она набирает с каждым турниром. И это ей точно пригодится в дальнейшем. Ну, был, тем не менее, прокат очень рабочим, правильно? То есть, Да-да-да, я и он говорю, идет что это очень обязательно ценно в для развитие. спортсмена. Порой, когда, может быть, не в ногах была, может быть, не выспалась, может, что-то беспокоило. Всякое может случиться. И вот она с этими трудностями во время проката очень с холодной головой справлялась, ни в какую панику не уходила. Молодчина. Ну, судьи по традиции досматривают недокруты, потому что очень важное значение они имеют. В данной конкретной ситуации все-таки счет идет на даже не на баллы, а на десятые, и все от этого зависит пьедестал прямо сейчас. За исполнение произвольной программы Агата Петрова набирает 120. И она набирает 120 баллов, она третья по произвольной. Программы 188,29. Она вторая по место. сумме двух программ. Она остается на пьедестале с третьим, как минимум, результатом. Молодчина, Агата, На лед поздравляем приглашается Владислава Елена Сизганова, Костылева, Мишиных Московская и область. питерскую школу «Звездный лед». А на льду ученица Евгения Плющенко, Артема Значкова и Екатерины Митрофановой из школы «Ангелы» Плющенко.
Ого! Вот это турнир, вот это страсти, вот это переживание. Елена Костылева Елена получает Костылева. аплодисменты и крики болельщиков. И, конечно, она очень мощно боролась и старалась, и не сдавалась, мы видели. Но сколько она наберет баллов, это тоже очень важный вопрос. А нужно набрать не менее 133, чтобы остаться на первом месте. Трибуны кричат «молодец», и это правда. Лене нет смысла сейчас расстраиваться. Да, ошибки были, но когда ты идешь на такой контент, 4 элемента ультра-си, то ошибки неизбежны в течение сезона. Невозможно всегда кататься чисто. И буквально неделю назад Лена чисто откатала эту произвольную программу. Я могу сказать, что спортсмену после того, как ты чисто исполнил программу, то повторить это всегда сложнее, чем сделать в первый раз. Особенно спустя неделю, когда даже толком времени передохнуть не было. Но вот мы на экранах видели тройной аксель, стартовый прыжок. Она прекрасно с ним справилась. Но вот уже на втором прыжке, на четверном тулупе, недокрут, падение, не дотолкнулась она немного в этот прыжок. И это ее явно сбило, потому что дальше шел по плану четверной Сальхов. И она просто, мне кажется, головой еще не успела переключиться после этого падения. Поэтому случилась бабочка, лишь двойной Сальхов. А вот дальше как раз у нее было время немножко передохнуть, прийти в себя. Тройной Ридбергер, вращение. И после этого она во второй половине программы исполнила этот четверной Сальхов. Я говорю передохнуть. По идее, конечно, спортсмен еще больше устает во второй половине. Головой прийти в себя. Но именно головой, да, это была возможность для нее отойти от этих ошибок и во второй половине исполнить этот четверной Сальхов, показать, что она справляется с этими прыжками, Да еще что и в она таком может это классном делать. каскаде с Ойлером, Да, в комбинации Фоллер, с Сальхов, Ойлером, да, и и затем, Сальховым. соответственно, тройные, каскад, Чисто, тройной луз, четко. тройной тулуп, тройной флип. Ну, такой, конечно, прокат в борьбе, и молодец, что во второй половине смогла после ошибок собраться, когда такой контент, это важно. Надо через все пройти. Надо через все пройти, говорит Евгений Викторович. Да. Жалко. Ну, я думаю, судя по тому, сколько баллов нужно набрать Елене, ниже второго места она в любом случае не опустится. А вот вопрос первого места будет решаться буквально несколькими, 1-2 баллами. Ну, вот что у Лены не отнять, так это бойцовский Должен спортивный вести, да? характер. Надо делать. Она, конечно, На разминке сделала, все проверила. И все. всегда до последнего борется за каждый элемент. И это очень важное, классное качество для спортсмена. А как было на разминке у Елены с элементами? Неплохо, но нервно. Она справлялась с элементами, но какой-то вот... Голова была не совсем собрана. За Лена говорит, исполнение голова была не произвольной совсем программы Это последние Елена слова, которые мы Костылева набирает сейчас слышим. Голова была не совсем собрана. 13 И балла.
на Сумма 3 за две балла программы меньше, чем нужно было бы для победы в этом турнире, набирает Елена Костолева. Она вторая в произвольной программе, она вторая по сумме 2 программ. И побеждает Лидия Плескачева. Первое место с результатом 203 балла. Ну, это была блестящая победа, абсолютно очевидная, очень красивая, для зрителей даже понятная, да, не только для специалистов фигурного катания. Да, Да, очень, конечно, бурные впечатления от произвольных программ наших девочек. В целом, конечно, очень порадовали. Сегодня даже, да, те, у кого в короткой не получалось, все собрались, все показали очень хорошее катание. Да, были ошибки, но всегда есть над чем работать, куда стремиться. И Лида сегодня определенно заслуженно оказалась на верхней позиции с прекрасным, блестящим прокатом своей произвольной программы. С чем мы ее, конечно же, поздравляем. да, а также Светлану Панову, Татьяну Моисееву и школу «Легенда», каток «Снежные барсы». Все огромные молодцы. А мы вместе с Анной Щербаковой не прощаемся с вами, а вернемся на соревнованиях парней.
Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири» среди юниорок. Победительницей турнира стала Лидия Плескачева, Москва. Второе место заняла Елена Костылева, Московская область. Обладательницей бронзовой награды становится Агата Петрова, Санкт-Петербург. Медали победительницы и призерам вручает рефери соревнований Регина Трусова. Цветы победительницы и призерам вручает технический контролер Юлия Соловьева. Награждается тренер победительницы Светлана Панова. Фотография на память. Have you been tried in that fire? I heard bullets sing higher than Mariah and Choir. Spent a lot of time trapped and now I'm trying to retire. But this shit runs in my blood and I'm the guy they require.
Yeah, these guns don't bring nothing but prison and death. Still, all my niggas just admire the fire. Bro, squeeze any miss, but we admire and try and finesse kid. You can never lie to a liar. But Fred got the fire, I fire for days. I gotta write them in my notes, they'll be igniting a page. Grinding in cold nights, putting life to the flame. Now there's no flame, that can melt the ice in my chain. Yeah, I really put the ice and rice for the cane. Me and Santan, you won't see nothing like this again. That's my young boys again, in the glide with the flame. I just really hope your block came with fire escapes. Before my entrance, I took the fire exit, tried and tested, about 20 times arrested, 2 times guilty, no comment, I guess they guessed it, couple times bail, no forensics, this a DZ pendant, I don't need a necklace, we stay protected and connected, it's the energies I'm blessed with, and now they watching like Netflix, I be doing next shit, trying to get rich, but what's rich, took more losses than Boris, I sold more boxes in the post office, 21 in jail, it took me so solid, why you think my vision's sick, I changed the game in my brain, and so robotics, if you fell in my fire, you probably roast on it. Heat up the stove and put a hope on it. Cause they don't care about our lives, I put my soul on it. I'm done trying to be somebody to some nobodies. I'm being so honest, and they don't know porridge. Fire burning while I'm watching higher learning. Guns busting, tigers turning, that's a Russian and a German. That's your phone ringing, you can hear the beat. You won't be saved by the bell when you hear the speech. And it's so deep, open, ocean. There's man escaping some shells they can barely see. Me and bro raising hell, we gon' share the heat. Then put us in the same cell, we gon' share the sleep. I'm my brother's keeper, I'm my brother's leader. I'm the eldest, the one who had to make a name so the bells ring. So nobody would trouble my siblings in this whirlwind. My older cousin wasn't known for nothing. Never had no one I could call, but I was holding something. I'm digging deep with this tool like I'm known for plumbing. Something in your chest like it's Robitussin. Word to arseness, I burnt all this. I stood in front of all 3 dragons and heard Jakaris. And now we're jumping out G-Wagons and murking parties. Man are coming out with these bangers and dirty dancing. Nobody puts baby in a corner. I uplift my girl like I'm Swayze in the water. And if it's already written, maybe I'm the author. So accustomed to the fire, I get shivers when I'm naked in the sauna. How? Many times have they mistaken me for Scorcher. I'm looking in the mirror saying, Justin, just corner. Sing it all downstairs and tell them just bring me water. Until gets I put something in the formula. I'm focused, I don't need to burn a kush. This is Moses speaking to the burning bush. I stood in front of the fire and learned to cook. Finished my verse and never heard a hook. Riskiest numbers, this jungle, stick for your youngers. He's hungry, picked off the fungus. Kept humble, slipped to my 100. Yeah, lived in a dungeon. Those Air Max, which nigga stung them? Can't walk in my shoes. You could be risking a bunion. The government's twisted, I cover this shit to cover this Christmas. Forget them old friends, I'm done with those pictures. Color coded, my brothers and sisters. Run the rhythm, you're a brother but you run the rhythm. Try accusing me of colorism. Blinded cause you look at me with tunnel vision. I was falling, but I've gone and risen. Is this nigga trusty or sideshow Bob when he's creeping on crusty? Streets keep me tussling, people disgust me. Racist disease, that shit that disgusts me. Don't touch me on the streets with a sweeper, cause the streets pretty dusty. And I've always got love from genuine people that bust me. Santan and the gang advisor, I'ma check him out, I'm an analyzer. She was calling me an antagonizer. Let me sanitize, was the sanitizer. Just flutter by, he said, Gigs, can you handle this? He said, float like a butterfly. I bring truth, but they love a lie. Plans, I'm the man you should run them by. In the fire, been tried. Affected the way I've been wired inside. You can hide or fly. I could have been deported. That's the definition of a fight or flight. You can type who you like. I know about homeless, immigration. They took me from my mum's arms. Fuck a gun charge, 2 swords, I'm a Ronin. Blaszczykowski, I'm trying to score with a Polish. Pain in my eyes, plans of me staying in a guide with a vision of this change in my life. Crimes on the rise, hate's on the rise. Feel like everything but my mum's pay's on the rise. Did you come through? That's the question. Affording a burner was never man's problem. Adoption, we couldn't find homes for the weapons. By the station, we got polls, no election. In the fire, been tested. Before I had money, it was time I invested. Nothing changed, still time I invested. Watch game delicate, Tutankhamun moon. There's money in skeletons. All I gotta do is point. They're gonna sever his head and tell that we're better as friends. Nights that I can't remember with some people
I could never forget. Casa Cruz, it could better than Shrek. Don't make me call a young gunner on the back of a pen. Slapping the lead, civilians grabbing your friends. There's chaos on the main road, they call choppers and tents. All because of some shit that you said. I got killers with me, and they love me. They make a man's heart stop. The shit you find horrifying gets laughed off. I'm like meats, bro, won't stop, can't stop. Yeah, it's kinda different when the fire's where you start from. Travel. Go really see the corners of the world that are alien to you, really do interest you. You know, because in due process it will be new people, and then those people will tell you new stories, and you become a voice for the voiceless. I mean, you should ask Daniel really truly where he goes to find himself, because I don't know anything, I'm just speculating. Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Wink. Ростелеком. Технологии возможностей. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный
последний момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого скота. Простись, настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она, земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Семья приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественник.тв.рф. Добрый день, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Омске на G-Drive-арене на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири» среди юниоров. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке правительства Омской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди юниоров. Уважаемые зрители, просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед. И напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Мария Паскачей, Москва. Судья номер 2 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 3 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 4 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 5 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 6 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Алла Машкевич, Челябинск. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Владимир Гнилозубов, Екатеринбург. Встречаем на льду участников первой группы.
Георгий Козловский, Минск. Артем Бурнаев, Нижегородская область. Макар Донцов, Ростовская область. Дмитрий Пустовалов, Московская область. Владислав Скворцов, Москва. Разрешена разминка. Юноши-одиночники находятся на льду Омской великолепной арены, где проходит финальный 6-й этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Произвольную программу будут сегодня исполнять спортсмены, первый из которых это Георгий Козловский. Напротив него нет номера, потому что он выступает вне конкурса, он из Белоруссии. Комментируют для вас соревнования Василий Соловьев и олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Приветствуем вас, дорогие друзья, любители фигурного катания, и с радостью вместе с вами посмотрим произвольные программы наших юниоров. 17-летний спортсмен из Минска откроет эти соревнования в неофициальном статусе. Произвольной программой под саундтрек из замечательного сериала «Острые козырьки» про борьбу преступных банд. Светлана Ткачук, его тренер. И соревнования в России, в данной ситуации в Омске, одна из немногих возможностей поприсутствовать на соревнованиях какого-то приличного уровня, чтобы почувствовать тот дух, который царит здесь. А он бесценен, безусловно. Артем Бурнаев занимает 16 место после короткой программы. Нижегородский спортсмен довольно-таки серьезно отстает даже от предпоследнего места, от Макара Донцова. 6 баллов. Его тренер Дмитрий Волков. В хорошем таком контакте тренер со спортсменом. Вчера в Кисенкрай наблюдали, как они общаются. И да, выступление было, может быть, не лучшим, но зато это бесценный опыт, который трудно переоценить. Макар Донцов будет кататься следующим. Это Ростовская область, ученик Антонины Молчановой. У него запоминающиеся роковые программы. Если в короткой программе он катается под Кипелова, то здесь это Нирвана. Настрой парня на творчество понятен. Ну, я надеюсь, у него есть своя целевая аудитория, которые с интересом ждут вот именно роковых программ, а не только что-нибудь классическое, да, в фигурном катании. Уверена, что с каждым стартом он будет набирать свою аудиторию. В то же время Дмитрий Пустовалов, который будет кататься следующим. Московскую область он представляет, где его тренирует Ирина Смирнова. Будет кататься под Щелкунчика. Прекрасное решение для новогодних праздников. Александр Самохвалов на ваших экранах, один из его тренеров в Смирнова Тим. Далее Владислав Скворцов будет выступать, ученик Алимы Гершкович. В 15-м был в Казани. Будет прыгать четверные. По-моему, в этой группе, да, он первый, кто исполнит четверные прыжки, по крайней мере, заявил их. Как мы видели в соревнованиях девушек, заявленные прыжки еще ни о чем не говорят. Причем может быть написан двойной аксель, а будет пытаться прыгать четверной луц, а может быть написан четверной сальхов, а будет прыгать совершенно другое. Так что держите ухо востро и руку на пульсе, а мы вам будем помогать ориентироваться, потому что находимся прямо возле льда на арене. И это наша работа. Макар Николаев откроет уже следующую группу участников.
А здесь из официальных спортсменов, которые принимают участие в турнире, только лишь 4 фамилии. Уважаемые спортсмены, до завершения разминки осталась 1 минута. Минута до завершения разминки, и все понеслись исполнять свои элементы. Вы не видели это на экранах, но у нас сейчас был четверной тулуп. Довольно спокойно в рабочем режиме идет разминка. Неплохо справляются мальчики и спокойно выслушивают указания и последние наставления от своих тренеров. Мы сегодня в том числе рассуждали на тему, много или мало это полминуты для того, чтобы подготовиться к выступлению. Ну, здесь у нас, сказали, осталась минута, сейчас уже меньше. Дело в том, что в соревнованиях девушек, вот вчера Костылева получила штраф за то, что не уложилась в это время. Сегодня в 29 секунд. Да, мы видели, как она смотрела на секунды. начальную И позу. в 29 разрешила запустить музыку. Ну, прям так, на тоненького, на тоненького. Ну, вы высокие профессионалы высокого класса, наверняка вы прям чувствуете там каждую секунду, каждое мгновение, уже настолько все отработано. Программы на лед приглашается Георгий Козловский, Минск. Георгий Козловский из Беларуси на льду.
Ну что ж, понятна задумка Георгия Козловского в творческом плане. Все это очень интересно. Кстати, композиция, так, если взять отдельный трек из этого саундтрека, называется «No Heaven, No Hell». Нет небес и нет ада. Ну, примерно, когда ты выступаешь вне конкурса, так оно и получается. Но мы были шокированы, да, с Анной, когда вдруг фигурист начал кататься, а музыки нет. Но это же не запрещено правилами. Трек пошел, время пошло, хоть в тишине, начинай себе, пожалуйста, правильно? Так получается? Да, но просто, видимо, настолько тихо был как-то первый звук звучал, да, что мы не услышали, да, только спортсмен услышал, или он увидел, уже натренировался. увидел этот счетчик на экране. Бог его знает. Но это было Интересно, интересно, да. я в первый раз Да, такое я вижу. тоже вначале припугалась, что он в тишине начал кататься. Начал-то хорошо. С тройного акселя, самый сложный элемент Ультра Си в этой программе. А вот дальше обидно. Каскад 3-3 сделан, дальше начались обидные ошибки на тройных прыжках, когда казалось, что как будто может сделать вот этот Сальхов. Мне казалось, что можно выехать, чуть-чуть подтянуться, порезче войти, как будто немножко расхлябанно он так в эти прыжки входил, а если порезче, то можно было их спокойно выезжать, и было несколько таких прыжков в программе, которые определенно можно было бы выехать, но это тоже, я думаю, что вот как раз соревновательный опыт, которого немного не хватает, да, в отсутствии международных стартов в том числе, и поэтому как раз особенно важно вот так вот выезжать, выступать при зрителях, при публике, судьях, технических контролерах, потому что это, конечно, опыт, который ничем не заменить. И было видно, что физически пока тяжело программа идет, что сильно к концу устал. Но база техническая очень хорошая. Если эту программу выкатывать, то это очень серьезная заявка. Да, и видно, что ему эта программа тоже не безразлична. Какое-то у нее есть развитие, и драйв, и ритм. Поэтому пожелаем удачи Георгию Козловскому. Запомним, что он набрал 169 баллов для того, чтобы потом прикинуть, на каком бы месте он мог бы быть, если бы официально участвовал в этих соревнованиях. Я бы на десятку меньше дал. На лед приглашается Артем Бурнаев, Нижегородская область. Артем Бурнаев, Нижегородская область, открывает официальную часть соревнований. Его программа называется «Прикоснуться к небесам», «Touch the Sky». Fast asleep, walking back and forth in the in-between. No escaping, days are fading. Let's lose the weight of this gravity. Take our chances and break some plans. Would you hold my hand through the running wild? Yeah, it's frightening, but perfect timing is how you live without knowing why. Could we touch the sky? Touch the sky, oh, with your starry eye, oh, could we touch the sky?
Could we touch the sky? Oh, could we touch the sky? Oh, with your starry eyes. Oh, could we touch the sky? Oh. Артем Бурнаев красиво, проникновенно, с душой катал эту свою произвольную, отринул все то, что было накануне, ну или почти все, и последовал совету тренера и довольно-таки слаженно откатался. Единственное, что мы очень удивились, когда он так немножечко запутался после второго каскада, но это мы сейчас посмотрим. Но мы видим, что и тренер это воспринимает с юмором, с улыбкой, и спортсмен тоже больше не переживает из-за этого, а скорее это такой момент, на котором действительно можно посмеяться, потому что это просто случайность, а не какая-то систематическая ошибка. Артем молодец, сегодня хорошо справился со своей произвольной программой. Я уверена, что и он, и тренер могут быть довольны. Начал с комбинации тройной луц, двойной аксель, вот сейчас на ваших экранах. Тройной флип, Ойлер, тройной сальхов, и как раз вот то самое нелепое падение абсолютно. Но падение, оно не на элементе, а в защите. Да, его засчитывают не как на элементе, а просто это будет балл снижения. Ногой льда. Да, уже был сделан следующий шаг, именно поэтому элемент засчитан чисто. Грубых ошибок сегодня на прыжках не было. Были какие-то, может быть, неточности. Вот, в частности, неясное ребро на луце на втором. Причем на первом не отмечают, а на втором отмечают. Тоже такая редкость. Вот. И на вращениях, конечно. Вращения, особенно последние два, было видно, что уже то ли сил немножко не хватает, то ли наработанности этих вращений. Ну, вот есть над чем поработать. Синхронно. Абсолютно. Повторишь, сейчас ты выйдешь сразу. Махали тренер и ученик. Ну, что... Сегодня получше, ладно. Ну, я собрался. Да, тренер говорит, что сегодня получше. Предлагает выйти, повторить еще раз уже без падения. Шутит. Он получает 150 баллов без одной сотой. Сегодня получше. Это первый сегодняшний результат. Ростовская на льду область. Макар Донцов из Ростовской области. Композиция группы Нирвана, которая называется «Будь самим собой». Именно эту идею, мне кажется, Макар продвигает прежде всего. Быть самим собой. As a friend, as I know.
Макар Донцов, ну, не переживай, все равно мы тебя Макар очень хорошо Донцов. запомнили, и твои программы, и с трибуны тебе скандируют. Макар молодец. От себя только могу добавить, что Макар мог бы быть моряком, потому что один из его любимых элементов — это кораблик. Дважды он заходил на прыжки с кораблика и еще исполнял его в хореографической последовательности. Макар, правда, молодец, как минимум потому, что катается явно в свое удовольствие, а не... Вот мы видим, да, что музыка, Да. которую он выбрал, она ему самому нравится, а это, мне кажется, очень важно, чтобы, когда спортсмен катался, мы чувствовали, что он сам кайфует от своей музыки, от своей программы, потому что эта энергия, она очень чувствуется, и даже если вдруг есть какие-то ошибки, то любимая музыка всегда тебя заставит собраться и дальше докатывать в полную силу. А как он Ошибки сейчас были, да, как он выкрутился выкрутился, да, хореографически из из этого своего прыжка. луца. Были две бабочки подряд исполненные. Вместо тройного луца двойной, вместо тройного Сальхова тоже двойной. Но потом старался он реабилитироваться, и Сальхов тройной исполнил, и во второй половине, во второй половине уже перешел на двойные прыжки, я думаю, запланировано. Сейчас мы видим двойной луц, Ойлер, двойной Сальхов, каскад, и также двойной флип был исполнен заключительным прыжковым элементом. Тема Нирваны у нас неоднократно звучит даже на самом высоком уровне, да, потому что и во взрослом катании некоторые лидеры выбирают именно такое звучание и такой характер. Есть с кого брать пример. И вот уже завтра услышим Все, кто болел за вас. Спасибо, выступление ребят. мужчин. Мы старались. Старались, да. Макар, это правда, он сегодня старался, боролся и при этом успевал и удовольствие от своего катания получить на льду. Уверенность появляется. Зрители не дают взорваться. Это молодец. Хорошо, умница. Я рада за тебя. На жарко здесь, да? Здесь мокро. Он платочком нуждается вытереться. Я имею в виду. Все хорошо. Уверенность появляется, и зрители реагируют, и волнуются, не жарковато ли спортсмену. Все очень трогательно. За исполнением произвольной программы Макар Донцов набирает Так как 90,26 несколько элементов, баллов. конечно же, Две ушли программы в минус, то 139,74 Макар Донцов проигрывает На как данный в момент произвольной он занимает программе, так и второе по сумме место. баллов. Пропускает вперед Артема Бурнаева, но На все лед еще впереди. приглашается Дмитрий Пустовалов, Дмитрий Московская Пустовалов область. из Московской области. Он катается на катке, тренируется на катке Смирнова Тим. А здесь будет выступать под музыку из «Щелкунчика».
Молодец, Дмитрий Пустовалов. Выдержал это испытание Дмитрий огромным Пустовалов. стадионом, серьезным турниром и такой ответственной программой. Скандируют трибуны «Молодец». Конечно, вычислили мы еще один тренерский подход во время исполнения. Кричал Александр Геннадьевич ему «катайся», когда оставалась минута. Аня, что, есть возможность не кататься? За минуту Ну, до я думаю, конца? что просто голос своего тренера, он всегда взбодрит в нужный момент. И Что не крикни, да? Да, после первой половины он ему кричал «спокойней, спокойней». Потому что, видимо, нужно было как раз-таки немножко выдохнуть, настроиться на вторую половину. А потом уже, когда все прыжки позади, нужно просто вот на полную катушку выдавать все силы, которые остались, потому что уже нету смысла что-то приберегать на потом. Нужно уже выложить все, что есть. В этот момент, да, тренер ему крикнул «катайся, катайся», чтобы, я думаю, спортсмен не забывал, что вот именно сейчас тот момент, когда уже все свои силы нужно выдавать. А так, очень неплохой прокат. Да, много было именно неточностей и именно качество элементов. Это то, что нужно добавить, то, над чем нужно поработать, потому что видим мы много и недокрутов, и неясные ребра на тройном флипе ставят, а недокрутов вот уже как минимум 4 штуки мы можем насчитать. То есть это вот говорит именно о том, что над качеством исполнения прыжковых элементов нужно поработать, потому что грубых ошибок как таковых не было, да, каких-то падений или срывов. Но это в основном физика или техника, чего не хватает? Я такому думаю, и молодому того, спортсмену? вместе, да. Купе. То есть, наверное, больше физики, Всем именно, привет. да, чуть-чуть вот помощнее туда идти. Ирина Зато все Александровна, вращения на здравствуйте. 4-й уровень Да, сделал. кстати, все И очень четвертого. Ваня, привет тоже. Очень хорошие позиции дотянуты, и катался тоже, музыку старался прям передавать, весь образ раскрыть. Приятный Это было парень видно, да. из Подмосковья, победитель первенства Московской области. Очень старательно катался. Да, будет интересно посмотреть в перспективе на развитие этого За исполнение спортсмена, производной представляющего программы Дмитрий Смирнова Тим Пустовалов на этих набирает соревнованиях. 111,97 балла. Сумма Он за впереди две на данный программы момент. 165,34. На данный момент он Наверняка занимает первое доволен место. результатом. Молодец. На лед приглашается Владислав Скворцов, Москва. Владислав Скворцов на льду. Это школа «Конек» Чайковской, где он работает вместе с Алимой Гершкович. И под саундтрек из кинофильма «Дюна» он обещает нам исполнить 2 четверных прыжка.
Владислав Скворцов поставил для себя высокие цели в этой программе. Не стал отказываться, рисковал, шел Владислав на Скворцов. четверные. Но, конечно, тяжеловато это для него. И такая изнуряющая уже программа, в конце которой даже на вращение не хватало уже немного времени и сил, да. Да, Владислав замахнулся аж на 2 четверных прыжка, и очень обидно, что они не получились, потому что и на 6-минутной разминке мы видели, что он исполнял эти прыжки чисто, и в прокате они были не совсем какие-то безнадежные. Давайте сейчас пересмотрим, конечно, в замедленном повторе, и на тулупе, и на сальхове ставят четверть недокрута, можем вот пересмотреть, да, четверть действительно была. Корпус немножко сзади, но в целом очень высокий прыжок, очень подтянутое положение в воздухе. Сальхов как будто даже лучше был, чем тулуп. Тулуп откровенно недокрут и падение, а Сальхов уже можно даже практически докрученным назвать прыжком, который вот и он ровнее был. Прямо в моменте казалось в воздухе, что он сможет его сделать. Обидно, что не получилось, потому что дальше с тройными прыжками уже каких-то серьезных трудностей не возникало. И Ридбергер тулуп 3-3 сделан, и двойной аксель. Вот во второй половине видим каскад Луц тулуп, затем Луц Одлер Сальхов. Как раз на ваших экранах. Видите, хорошо, уверенно, с руками наверх исполнено. И в целом довольно хореографичный, заходы насыщенные, пустых мест в программе было очень мало. То есть переходы между прыжками, заходы, выходы, все это было. Да, видна работа, которая ведется на стадионе Конек-Чайковский. Выполнение произвольной программы. Желаем удачи и ждем возвращения с четверными, которые добавят ему такого буста эмоционального к его катанию. И все будет еще лучше. Сейчас он набирает 179 баллов. Это лидирующая позиция на данный момент. Встречаем на льду участников А впереди второй вторая группы. группа спортсменов. Макар Николаев, Санкт-Петербург. Алексей Пычин, Санкт-Петербург. Павел Савченко, Москва. Платон Каблуков, Краснодарский край. Наиль Сагадулин, Москва. Эдуард Карартынян, Москва. Разрешена разминка. Непривычно видеть во второй группе участников Эдуарда Карартыняна, я имею в виду не в последней, потому что спортсмен чрезвычайно привлекателен в эмоциональном и хореографическом плане, но вот вылетел из числа 6 лучших после короткой программы, куда, наверное, будет стремиться в результате произвольной. Вторая группа участников юниорского гран-при в произвольной программе начнется с выступлением Макара Николаева. Олег Татауров и Наталья Тушинская в Санкт-Петербурге работают с ним. 8-м был на соревнованиях в Москве месяц назад, больше месяца назад. Сейчас Макар Николаев находится на 12-й позиции с очень плотными результатами. От 12-го и до 7-го места там прям рукой подать. Поэтому многие могут оказаться в шестерке по результатам сегодняшнего катания. Алексей Пычин, еще один спортсмен из группы Олега Станиславовича. Он тоже выступал в Москве и своего товарища по льду опередил на 2 места.
Павел Савченко. Десятку он замыкал после короткой программы. Ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова, Галины Ищенко. Видели в Магнитогорске его катание, где он был 5-м. Виктория Буцаева на ваших экранах. В короткой программе Павел, в общем-то, неплохо катался, но помарка на тройном акселе и на каскаде флип-тулуп выбили его на такую позицию. Платон Каблуков, тренирующийся под руководством Софьи Федченко, Влады Данилкиной, представляет Краснодарский край здесь. Кататься будет под пение Ле Маршаля. Десятым был в Красноярске. Еще один юный спортсмен Наиль Сагадулин из школы имени Жука. Здесь с ним работают Елена Буянова, Ирина Тагаева. Вот здесь он уже в любом случае выше, чем он был в предыдущих своих соревнованиях в Москве, где мы его видели. 8-й. Вдруг поднимется еще выше. Будет интересно. Он свой прыжковый арсенал, мы видели, отрабатывает. То есть в короткой выступил лучше, чем месяц назад. Его прыжочки усилил по уровню сложности. Лачина. Ну и Эдуард Каратынян, его тренер Виталий Бутиков на ваших экранах, сулят нам четверной луц во второй группе участников. Также Платон Каблуков собирается прыгать четверной тулуп. Павел Савченко, Сальхов и тулуп. Но не за прыжки или не за прыжки лишь мы любим фигурное катание. Конечно, за то эстетическое удовольствие, которое нам доставляют те ребята и девчата с молодых лет, показывающие лучше, на что они способны. Тем временем Эдуард Каратынян только что исполнил четверной луц прямо перед нашей комментаторской позицией. Да и вообще целая россыпь четверных прыжков на разминке была. Очень надеемся, что ребята и в программе покажут такое же катание. Ну и, конечно, да, интересные постановки, артистизм, всего этого мы тоже ждем. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Макар Николаев откроет эту группу. Программа, поставленная на музыку из компьютерной игры и анимационного фильма «Аркейн». На лед приглашается Макар Николаев, Санкт-Петербург. Для ценителей вышивка на спине спортсмена.
You summon storms, you play with nature. Now watch it hurt you. Why would you want to shape the world in your hands? You will never make it through. Ashes and blood. There's an ocean so dark down below the waves, where you watch while these dreams gently float away. And there's a silence so soft, it's only memory, like the way your voice always sounds when you sing to me. But I can't hear it now. Just tell me how to keep breathing. I'm pretending I'm not drowning. I don't know if I could watch the dark clouds for good. 'Cause I couldn't keep it open. Болельщики поддерживают Макар с Макар удовольствием. Николаев. Макар Николаев, конечно, сегодня был далек от совершенства. Тут уж ничего не скажешь. Бывают такие дни, когда все валится из рук, из ног, из головы. Ох, Макар. Да, очень поддерживают его зрители с трибун. И мы тоже поддерживаем, потому что, ну, сегодня, конечно, сложно сказать, что именно произошло. Мы не знаем, что стало причиной, но абсолютно он был не в ногах. Раскоординация очень сильная. Давайте посмотрим замедленные повторы прыжков. Стартовый тройной аксель. Да, он его сделал, но вы посмотрите, какой вывал из круга, какой наклон. И второй аксель должен был быть. Примерно та же ошибка, только утрирована. Тоже вылетел абсолютно вообще непонятно куда, мимо ног. Нога выскочила из-под него. Потом постарался он собраться, реабилитироваться. После этой ошибки видим мы комбинацию из тройного лутца и двойного акселя, затем тройной ридбергер исполнен. Но во второй половине снова потерял он какую-то то ли концентрацию, то ли координацию. Много было ошибок и на вращениях, и в дорожке, и вот мы видим с прыжков. И именно Когда, было казалось бы, ощущение, уже что... можно было и бороться, да, а они все-таки... Ну, было видно, что у него не сегодня получались. ось абсолютно вот гуляла как-то из стороны в сторону. Он вот как-то мимо ног все время был. Такое бывает. Вот просто, да, встал не с той ноги. Что-то вот сегодня не его был день.
Нужно просто, мне кажется, забыть этот день, вычеркнуть его и с чистой головой в новый день работать на тренировках, чтобы такого просто больше не случалось. Затем и нужны соревнования в больших количествах, чтобы привыкать не только к тому, что получается, но и к тому, что что-то не получается. Ну, всегда в таких случаях мы уверены, вот выйди, попробуй, сделай еще раз, и все пойдет, ну, если не безошибочно, то на другом уровне. Ну, сегодня уже можно просто отпустить, а вот на следующих соревнованиях... Где он сбивается, этот прицел, Бог его знает. Тут по баллам даже мы особо считать, пробегаться не будем, потому что, там, например... Ну, даже вот не будем, да, они есть эти баллы, это уже работа будет спортсмена и тренера, он уступает по произвольной программе 3 позиции, а в сумме 2 программ пропускает вперед Владислава Скворцова, на данный момент становится вторым. Удачи, На лед Макар. приглашается Алексей Пычин, На Санкт-Петербург. льду Олег Станиславович уже рядом со следующим своим спортсменом Алексеем Пычиным с его тоже необычной программой, которая называется «Демоны, враги и кости», которую мы видели в Москве неделю назад. When your dreams are failing, the ones we hear are the worst of all, and the bloods run still. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we read, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's when my demons hide, it's when my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's when my demons hide, it's when my demons hide. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself.
Молодчина Алексей Пычин на мажорной ноте завершает программу. И накануне он тоже дарил Алексей эмоции Пычин. болельщикам с огромным таким удовольствием, с огромным чувством. Ну и улучшился с прошлой недели, улучшился. Да, улучшился, и в том числе свой самый сложный элемент в программе «Тройной аксель» улучшил. Были сложности на московском этапе с этим прыжком, в частности, недокруты. И видели мы, как он на 6-минутной разминке прям с ним боролся. А в этот раз прям видно большой прогресс. Он увереннее на него заходит, он его докручивает. Так что большая работа, я думаю, была проведена. И видно, как форма улучшается и улучшается. Давайте как раз на этот прыжок и посмотрим. Он его прыгает не с очень большой скоростью, но прям так подтягивается очень в воздухе. И очень хорошая у него крутка, что позволяет ему докрутить этот прыжок. Затем исполнил каскад, тройной луц, тройной тулуп. Уверенно. И вот второй тройной аксель. Как мы видим, степ-аут он делает с этого прыжка, но тем не менее тоже докручивает его. Просто надо выезд сделать поуверенней. Да, хоть и пересматривали судьи этот элемент, но... По докрутам вообще нет ни одного вопроса. Да. Все тройные прыжки дальше он доделал, докрутил, все каскады сделал, и Ридбергер Уллерсальхов, и все вращения сделал на 4-й уровень. Тоже мы за это всегда почетную грамоту нашу виртуальную Выдаем имени Калиды. Ну а на что еще можно было бы обратить внимание вот именно в его катании? Ну, кроме того, с каким удовольствием он эту программу делает. Как раз про это и хотела сказать, что да, музыка ему тоже явно нравится. Это всегда очень классно, когда спортсмены кайфуют от той музыки, под которую катаются, от этой программы и катаются от души. Набирает 134,85 баллов. Сумма за две программы 199,5. Он на первом месте, как по произвольной, так и по сумме двух программ. Чуть-чуть не добирает до 200 баллов. На лед приглашается а на льду Павел Савченко, Москва. Павел Савченко. На льду Павел Савченко из Москвы. Вместе с Викторией Буцаевой. Он сейчас настраивался на эту программу, которая пройдет под музыку «Нотр-Дам де Пари». Laissez-moi présider cette fête des fous, comme on en fait chez nous, l'on sait s'amuser. La fête des fous, la fête des fous. Choisissez le plus laid parmi les gens qui passent, faites-les parader au milieu de la place. Que toute la populace, celui qui nous fera la plus belle grimace, c'est lui qu'on élira. Le pape des fous, le pape des fous, c'est lui qu'on élira, c'est lui qu'on élira. Le pape des fous. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Dans le verre ou dans la pierre, il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces fantômes.
sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes. Sans domicile, nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes. Sans domicile, on ne peut jamais nous demandons asile, asile, asile. Очень большую поддержку оказывают зрители, которые находятся на арене в Омске. Павел Всем Савченко. кричат «молодец». Ну и это значит, что они сами большие молодцы. Сложный прокат выдался Павлу Савченко. В этот раз тоже. Ну, он старался все-таки исполнить на высшем уровне, да, с четверными прыжками. Очень сложный контент, да, был у Павла сегодня. 2 четверных прыжка, 2 тройных акселя. Но, конечно, вот именно эти прыжки идеально чисто исполнить не удалось. Видим, что боролся на выезде, прям за каждый прыжок боролся. На сальхе в итоге смог устоять, хоть и не докрут был. Тулуп докрутил, но устоять не смог. Затем было исполнено 2 тройных акселя, и выезды, конечно, просто потрясают. Посмотрите, просто в качалку в сложный выезд ушел. Выглядел очень опасно и даже тут удержался. То есть немножко болтала у него ось по ходу проката, но при этом цеплялся в лед как мог. Во второй половине комбинация из тройного акселя и 2 двойных акселей там его вообще закрутило. Смотрите, какое приземление, примерно похоже на первый. Сделал круг, пошел в двойной аксель, еще полкруга, еще двойной аксель. Такой в борьбе, конечно, прокат. Ну, тяжело в такой ситуации говорить, да, от какой-то цельности того, что происходит. Хотя он старался не сдаваться и в хореографических аспектах. За исключением последнего вращения тоже неплохо вращался. 4-го уровня 2 вращения сделал. Но тяжело. Тяжело. Этот старт дался произвольной программы. Павлу Савченко. Таким образом, он 83 балла. проигрывает в произвольной программе Алексею Пычину и уступает ему целых 7 баллов Второе место. по сумме 2 программ. На лед На приглашается льду ученик Софьи Платон Федченко и Каблуков, Влада Данилкиной. Краснодарский край. Платон Каблуков из Краснодарского края. Точнее, выступающий за Краснодарский край. Пение Ле Маршаля — это всегда драматично, красиво, интересно и позволяет демонстрировать вдохновленное катание. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. D'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec des bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau.
Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais être un oiseau. Dodo l'enfant. Платон Каблуков. Ну что ж, это очень необычное выступление. И насыщенное, и наполненное, и как взлетами, так и падениями. Прям, падениями, я имею в виду в переносном смысле, да. Очень интересный фигурист. В целом неплохо Платон справился со своей программой. Я думаю, что сегодня ему есть за что себя похвалить. Вижу, что с тренером они немножко смеются. Все вы, наверное, понимаете, из-за какого момента, но до этого мы еще дойдем. Начал он свою программу с четверного тулупа. Видно, что немного конек подвернулся, то есть недокрут на приземлении. Но, на мой взгляд, меньше четверти оборота был недокрут, но ставит четверть. Затем тройной аксель. Тоже ставит четверть недокрута. Тройной луц. Ставит прям неверное ребро на этом прыжке. И недокрут. То есть, конечно, за него он получит довольно маленькое количество баллов. Затем во второй половине программы вот мы видим каскад, тройной флип, тройной тулуп. Вот тот самый момент. Слишком близко к бортику он прыгнул. Как будто даже успел извиниться перед зрителями, которые сидели рядом и испугались в этот момент. А мне показалось, что это он как будто бы в образе. Тем временем Наиль уже разминается, а Платон Каблуков с Владой Данилкиной ждут оценок. Папе, бабушке, дедушке. С ироничным настроением после проката. Платон Каблуков набирает 120,45 Ну и затем за две программы недокруты, 186,5 которые были диагностированы в первых сложнейших элементах. Он сильно проигрывает, занимает только третье место, пропускает вперед двух спортсменов. Сагадулин, Москва. И на лед выходит Наиль Сагадулин. I used to hear a simple song. That was until you came along. Now in its place is something new. I hear it when I look at you.
songs I wanted more. Perfection is so quick to bore. You are more beautiful by far. Our flaws are who we really are. And now I hear a symphony. Наиль Сагадуллин, большой молодец. Под композицию Коди Фрай «Я слышу симфонию» он делает большой шаг вперед в своей программе. И если, когда в последний раз мы его видели, у него такой был определенный разлад, где что, как прыгать и так далее. Сейчас все настолько цельно, как вот хорошо отрепетированное представление. Наиль большой молодец. Сегодня точно его можно похвалить и ему, и тренерам. Он справился со своей произвольной программой, чисто все исполнил, так еще и усложнил свою программу по сравнению с предыдущими стартами. Он вставил в нее каскад 3-3, хотя раньше в произвольной у него не было такого каскада. И не просто какой-то каскад, а именно тройной лут с тройной тулуп. Вот сейчас он на ваших экранах. Он его исполнил и в короткой, и в произвольной программе. Так что это вот новый элемент, который появился на этих стартах и уже закрепился в программе, что является большим шагом вперед. Ну и главное, что, несмотря на усложнения, дальнейшая программа никак не пострадала, нигде ошибок не выскочила, наоборот, даже почище стал кататься. Были, конечно, моменты, где приходилось побороться за элементы, но он в этой борьбе выстоял. И справился. С вращениями какие-то проблемы неожиданно выскакивают, хотя в целом очень красиво он вращается, и последнее вращение хорошее, на 4-й уровень, а вот первые 2 вращения не засчитывают в них позиции, 2-й, 3-й уровень. Есть, конечно, к чему стремиться и куда расти, но сегодня можно точно похвалить, огромный шаг вперед он уже сделал. Да. Всем привет! Эти вращения сейчас пересматривали судьи, и было видно, как в судейском протоколе, который есть на наших мониторах, меняется ситуация прямо на глазах. И нужно было бы набрать Наилю, чтобы сохранить свою позицию, 130 баллов. И у него было даже больше, но вот после пересмотра этих вращений, где одну позицию ему не засчитали, он набирает лишь 128, это чуть меньше, и пропускает вперед Алексея Пычина. Ну, Ирина Тагаева поддерживает спортсмена, говорит ему, что он молодец. А мы ждем катания Эдуарда Карартыняна. Очень серьезная, эмоциональная программа под пение бельгийского певца и композитора Луик Нотета. Такой про непростой внутренний мир и даже психологические расстройства рассказывает эта песня.
Bonsoir monsieur, madame. Aujourd'hui, je te dis tout. Je préfère parler en tu, car je n'aime pas le vous. Je trouve que ça vieillit. Moi je veux rester petit, un gamin pour la vie, sans mouchoir ni cri. Alors vas-y, je te dis tout sur le drame que je vis au quotidien, en enfer. Voilà où je suis. Je voudrais m'en aller, m'évader loin de tout, de ce monde de fous et partir je ne sais où. Ce monde m'étrangle, m'écrase et me brûle, me détruit, m'empêche de vivre dans ma bulle. Alors je voudrais partir, loin de tout, juste m'enfuir. Laisse-moi courir loin, laissons ce monde à bannir. Si Dieu dit que le suicide est un péché, alors qu'ils disent comment je pars sans lui faire de tort, qui me transforme en ce que les médecins appellent le fou. Et peut-être qu'ainsi j'y verrai dans le fou. Alors cher satisfaire mon bonheur a le goût d'une saveur. Alors monsieur madame, je t'avoue je suis malheureux, et pourtant je vis de mon rêve demain. Mais c'est plus fort que moi, il me manque encore ça l'avait toujours plus, je suis comme ça. Alors j'espère qu'un jour je pourrai faire l'amour à une personne sincère qui ne me jouera pas de tour. J'en ai vraiment assez de donner sans retour. Je suis saoulé de m'aimer moins sans l'âme, ça c'est lourd. Mais sachez tout de même que sur scène, grâce à vous, j'ai l'impression d'être loin de ce monde de fous. Car j'écris quand je me plante et je ris quand je danse et je vis quand je chante. Et pour tout ça je te dis merci. Hey no, I'm not sorry. I don't apologize cause I'm not guilty. I'm just a victim of a candy trick. I just fell in love with that sweetie bitch. So now I'm a criminal, now I'm killing them all. I decided to love. I've stolen all the sweets and they will be on my feet, just like the evil Grinch. Oh, oh, oh. Буквально чуть не плачет Эдуард Крастынян по окончании своей программы. Растерян, расстроен. И из-за... это прям даже не описать словами. Не получались совсем элементарные уже вещи. И мы сегодня прям как будто бы Эдуарда и не видели. Да, очень потерянный сегодня Эдик был на льду, при том, что на 6-минутной разминке сделал он свой стартовый четверной лут, самый сложный элемент в программе. А я думаю, что, конечно, очень многое зависело именно от первого прыжка в программе. Конечно, зависит очень многое, особенно когда это самый сложный прыжок, да. А здесь не просто ошибка, а посмотрите, вместо четверного одинарный. Это прям очень сильно сразу сбивает настрой. Потом он идет в тройной аксель, абсолютно у него группировка, просто расползаются ноги в разные стороны. Очень широкое положение в воздухе, от этого он не докручивает полоборота. На передний ход тоже неприятное падение. И получается, что, конечно, начинать с таких ошибок довольно сложно. И дальше вот он уже немножко потерянный катал эту программу, старался реабилитироваться, и каскад, и тройной флип, тройной тулуп сделал, тройной сальхов в первой половине. Но вот во второй половине пошел на тройной аксель вновь. Уже получше, чем в первой половине, но все равно очень широкое положение в воздухе, не подтянулся. И снова падение в ледокрут. Дальше каскад, который мы всегда говорим очень коварный, тройной луз, тройной ридбергер. И когда у Эдика хорошо идет программа, он с ним справляется, на этом энтузиазме делает. А вот тут, когда все не пошло, то и каскад получился вместо тройного лишь двойной ридбергер.
Вот. И затем комбинация тройной луц и 2 двойных акселя. Сделано. Ну, конечно, это не, да, это было не то, на что способен Эдик. Это сегодня явно не его лучшая форма, не лучшее, что он может показать. Но пусть это останется в прошлом, пусть останется здесь, на этом льду, все ошибки. Не надо расстраиваться, надо работать, чтобы такого больше не случалось. Это правда. И Эдуард получает 6-е место по произвольной программе. На 5-й позиции он по сумме 2 программ. А впереди катание сильнейшей группы, которая начнется после заливки льда.
my skin, hiding pain I feel within. Lies like fire burning deep, secrets that I cannot keep. Tangled webs, they trap my mind. Truth is lost, I'm deaf, I'm blind. Lies like fire burning deep, secrets that I cannot keep. Tangled webs, they trap my mind. Truth is lost, I'm deaf, I'm blind. With broken shoes, counting stars with too much to lose. She hides her tears behind her veil, waiting for her life to begin. Little girl, don't be afraid. Little girl, just hold on tight. Little girl, don't be afraid. Little girl, just hold on tight. Встречаем на льду участников третьей группы. Даниил Жолобов, Москва. Вадим Воронов, Москва. Илья Мальков, Республика Татарстан. Александр Силков, Санкт-Петербург. Макар Солодников, Пермский край. Артем Федотов, Москва. Разрешена разминка. Заключительная группа участников на льду. Произвольная программа на Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Омский этап заключительный, довольно-таки серьезный, увлекательный. И мы ждем выступления лидеров этого турнира. Первым будет кататься Даниил Жолобов. Еще один ученик школы Виктории Буцаевой. Восьмым был в Магнитогорске. Здесь пока шестой. В программе предусмотрены четверные прыжки. Сегодня высоко оборотистые прыжки
не идут у участников по большей части. Напряжение соревнований, конечно, очень высокое, но далеко не всегда оно выливается в чистое катание. Вадим Воронов, ученик Вероники Дайнеко, недавно воссоединился с этим тренером. Такую историческую программу про Египет, царя Египта, предлагает. Из его новой школы здесь только хореограф вместе с ним. Илья Мальков, представляющий Татарстан, занимает 4-е место. Хороший для него это на данный момент результат. Александр Семков представляет школу Академии фигурного катания под руководством Евгения Рукавицына. Здесь он на 3-м месте. В Красноярске был 2-м. Разница в баллах у лидеров всего лишь 2 балла. Затем с 3-го по 5-е место полбалла отделяет строчки одну от другой. В Перми работает со своими тренерами Екатериной Патласовой и Алексеем Гловацких Макар Солодников. Рок-оперу «Моцарт» он представит в произвольной программе. Выстрелил он здесь в короткой. Совсем недавно был всего лишь 8-м на казанском этапе. Сейчас отлично откатался накануне и находится на 2-м месте вслед за Артемом Федотовым. Артем был весьма собран в своей короткой программе. Это его тренер Сергей Дудаков. Как ты думаешь, эмоционально раскроем Артема Федотова в произвольной программе? Мне кажется все еще, что ему в первую очередь важно справиться со своим техническим контентом. Вот сейчас мы видели ошибку на 3-м акселе, на разминке. Сейчас главное настроиться и технически с этим справиться. А именно эмоционально, мне кажется, он будет постепенно с каждым стартом понемногу раскрываться, набираться опыта. Много четверных прыжков заявлено у ребят в сильнейшей разминке. Ого. До этого не так хорошо они получались, но надеюсь, что в сильнейшей разминке мы, конечно, увидим Это было чистое сейчас исполнение. самое эффектное падение на разминке в исполнении лидера. Ну, у Артема тоже есть спортивный характер, так что будем очень надеяться, что сегодня он сможет именно в прокате собраться и показать все самое лучшее, на что он способен. По уровню элементов вы обратили внимание, что только Вадим Воронов не заявлял четверные прыжки в своей программе. Всех остальных так или иначе этот набор имеется в распоряжении.
Может быть, финальная разминка пройдет под какой-нибудь другой эгидой, потому что предыдущие две, конечно, были очень драматичные, и далеко не у всех получились их программы. Даниил Жолобов будет кататься первым. Эмоционально откатался Даниил Жолобов, как закончились прыжки, как полетел вперед, как полетел. Начинал свою программу так, тоже на тоненького, уже, мне казалось, прямо стрелка зависла на 31-й секунде, ну, условная стрелка, когда нужно было начинать свою программу в самый последний момент. Посмотрим, успел или не успел.
Данил очень порадовал своей произвольной программой. Вот ждали мы тех самых прокатов, когда не только борьба сплошная будет, но и вот этот драйв, эмоции. И Даниил сегодня нам подарил эти эмоции. Действительно, так он полетел после последнего прыжка. Победный жест, даже сам чуть споткнулся, мне кажется, в этот момент. Но давайте вернемся к прыжкам, к элементам. Тройной аксель, очень уверенно, с которого он начал. Затем четверной тулуп. Да, пришлось побороться, но эта борьба увенчалась успехом, вытащил он этот прыжок, хотя корпус сильно вниз ушел на приземлении. Затем каскад, тройной ридбергер, двойной тулуп, и вот четвертым элементом он пошел на четверной сальхов, устоял, выдержал, хоть и в недокрут, конечно, приземлился, это было видно, но, тем не менее, тоже было видно, с какой решительностью он заходит на этот прыжок. И во второй половине, конечно, за каждый прыжок цеплялся, все делал, каскад, тройной флип, тройной тулуп, комбинации из тройного флипа, двух двойных акселей, тройной лутс, вращение хорошо делал. Ну вот комбинирует его тренерский штаб. Если в Магнитогорске он пытался прыгать четверной лут, сейчас от этой идеи отказались, сделали ставку на какие-то более доступные прыжки, и сразу результат намного выше получился у него, на 20 почти баллов в произвольной программе, и он впереди с результатом 217. Попробуй догони. Вадим Воронов на льду.
Вадим Воронов. Молодец. Парень, боец. Учитывая то, что вот он только что сменил тренерский штаб, и все это стресс. И мы видим, ну, к сожалению, так случается, что еще не скоординировались, не вступили полностью в работу. Ему даже приходится, ну, по большому счету, одному выступать, да? Николай Морошкин, понятно, что он хореограф новой школы, но как такового тренера на двух последних этапах рядом с ним нет. А он держит удар, и сегодня выступил еще вдобавок лучше намного, чем он катался неделю назад. Да, Вадим молодец. Видно, что работа идет, старается он преодолеть такой трудный этап в карьере, да, и смена тренера, и очевидно, что форма еще далеко не лучшая относительно самого Вадима, да, восстановление после травмы, конечно, все это сложно, но он борется, справляется, остается как визитная карточка его яркие программы, яркие образы, которыми он продолжает радовать зрителей, своих поклонников, которые, я уверена, есть у его катания. Сегодня, да, уже лучше, чем было на этапе в Москве. Сделал он первый тройной аксель, но, к сожалению, небольшой недокрут там находит. На втором акселе уже была и ошибка, и в том числе недокрут. Но за каждый прыжок старается он побороться, выстоять. С каскадов тройной флип, тройной тулуп в первой половине, во второй половине комбинация, тройной луций, 2 двойных акселя. Все вращения на 4-й уровень сделал и очень хорошо завращался в обратную сторону, в кольце, в очень сложной позиции. Так что это впечатляет. Уверена, что когда Вадим вместе с новым тренерским штабом сработаются, дойдут до его лучшей формы, то, конечно, мы... Да, будут новые результаты. Да. На данный момент, конечно, очень много нужно было набрать баллов ему, чтобы удержать свою позицию, но в то же время задел после короткой программы позволил ему остаться на втором месте на данный момент. Он второй и по произвольной, и по сумме. На лед приглашается Илья Мальков, Республика Татарстан. Илья Мальков на льду, представляющий Татарстан, тренер Людмила Гафарова. В своей программе, как видите по костюму, он говорит о творчестве, инновациях и силе человеческого воображения. В общем, программа о будущем, если что.
Ничего себе! Я сегодня впервые вижу, чтобы судьи за какой-либо элемент поставили бы 3 балла плюсов. И еще вдобавок за четверной тулуп. Вот это да! А Илья это заслужил. Шикарный Сегодня. тулуп, да? Шикарные, в принципе, четверные прыжки, которые он сегодня исполнял. Это дух аж захватывало, как он взмывал в воздух на невероятную высоту, с какой точностью он их исполнял. И очень радует, как он спрогрессировал с прошлого этапа. И даже не столько спрогрессировал, сколько вот именно показал, на что он способен. Потому что и там было видно, что огромный потенциал у той программы. И тут хоть он и начал с ошибки, а это всегда очень С того же, сложно. да, сорванного начинать с акселя. сорванного акселя. Но дальше, посмотрите, четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом. Какая высота у этого прыжка. Просто невероятно. Затем Сальхов. Вновь он выше бортика просто взлетает. И во второй половине программы как раз... А, нет, не во второй еще. Но, получается, четвертым прыжком он исполняет четверной тулуп. Но уже после вращения, после хореодорожки. И вот как раз за этот прыжок, который только что был на ваших экранах, он получает 3 балла надбавок. Абсолютно заслуженно. А это значит 12,5 баллов за один элемент, за один прыжок. Ну и дальше во второй половине прекрасно справляется и с каскадами. Тройной флип, тройной тулуп, тройной луцолер, тройной Сальхов и сольный тройной флип. Покорил сегодня своим катанием, потому что все это было на огромной скорости сделано. И он не забывал про переходы между прыжками и доделывал всю хореографию своей программы. Сегодня прям на разрыв катался. Очень порадовал. Заслуженные сердечки. Настолько выложился, что даже не болтают с тренером. Ну, тем более, что... Лучше, чем в Казани. Лучше, чем в Казань. Конечно, лучше. Настолько лучше. Хотелось, наверное, ему в Казани показать, да, свой лучший прокат. Но Омск тоже подойдет. 150 баллов – это лидерская произвольная программа на данный момент. На 4 балла больше, чем у Жолобова. И следующая планка, на которой мы ориентируемся, 223 балла по сумме 2 программ. Александр Семков из Академии фигурного катания Санкт-Петербурга со своей произвольной под пение Джоша Гробана «Перте» для тебя. Quella dolcezza così senza età, la tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te, per te vivrò. Con te avrò 1000 giorni di felicità, 1000 notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro lo sai. Dimmi che questo non finirà mai senza di te. Non voglio esistere per te vivrò. Con te avrò
Andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai. Che morirei senza di te. Andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per Александр Симков из Санкт-Петербурга. Так не получилось дать всю гамму лучей в своей произвольной программе, сделать так, чтобы все работало, и от этого усиливалось бы и представление программы. Хотя, конечно, он очень старался держать вот это вот эмоциональное напряжение, но ты что почувствовала? Я бы сказала, что это был очень мужественный прокат, потому что первое падение было очень таким тяжелым, болезненным. И после такого встать и не просто продолжить дальше кататься, а дальше исполнить тот самый прыжок, который не получился первым элементом. И это вот да еще и в большое каскаде. мужество, да. Давайте сейчас посмотрим как раз стартовый четверной тулуп. Ой, прям приземление на пятку, нога из-под него вылетает, на заднюю часть конька приземлился, очень болезненное. И после этого сразу же он поднимается, как ни в чем не бывало, идет и делает вот этот четверной тулуп в каскаде с тройным. Да, пусть небольшой недокрут на тулупе действительно был на четверном, но после такого это достойно уважения. Сбило настроение в прокате? Но вот Или он... меня как раз впечатлило, что он вскочил сразу же и вообще никак не дал понять, что что-то было не так, поехал. Конечно, сконцентрированность на элементах, на технических была больше сегодня, но и приземление с первого тройного акселя тоже было довольно жестким на полную стопу. Во второй половине даже лучше аксель был исполнен. Ну и дальше все, он не позволил себе уже допускать каких-то грубых ошибок, 2 тройных акселя исполнил. Тройной лутс, тройной флип. Вращение, конечно, то, над чем точно стоит поработать, потому что все 3 вращения исполнены на 2-й уровень. Некоторые позиции не засчитаны. Я не знаю, как я собрался. Это все равно все опыт накапливается. Так что если ты сейчас вот так вот нокаутился и разлетелся... За исполнение произвольной программы. Тренер говорит, Мария Артемьева, про опыт, который пойдет, безусловно, ему как спортсмену в плюс. Но в плане баллов сегодня, конечно, получилось печально. С пьедестала он точно вылетает. 3-е место по произвольной программе. И 3-й пока по сумме. Впереди катание еще 2 спортсменов. Первый из них по списку Макар Солодников из Пермского края. Рок-опера «Моцарт». Желаем удачи этому спортсмену в таком взлете после казанского этапа, где он был 8-м.
insondable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Elle me dit, tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. Trop de bruit pour trop de nuits qui pensent. Quand parle sous l'absence, dans ce bal, ton silence est un cri qui fait mal. Je devine ton visage sur les ombres, les souvenirs sombres m'assassinent. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose pas effleurer les choses écloses sans toi. Oh ma rose, ne fane pas. Je manque de toi dans mes nuits, dans la pluie, dans les rires, dans le pire de ma vie. Les roses autant que mes sanglots, la vie s'en va, je crois à nouveau à mes rêves défunts. Je vais enfin oser la fièvre du parfum des Какая музыкальная программа, как она здорово идет этому спортсмену. Макар, конечно, в шоке от того, что он, ну, не знаю, подумал о чем-то другом, видимо, в тот момент, когда ему нужно было сделать этот каскад с тройным луцем. Но, но сегодня катание у него было великолепное, просто Да, великолепное. Браво, браво, Макар, очень радостно за него. Очень болели мы за его чистый прокат. Да, пусть была это по маркам. Давайте пока что закроем глаза на этот луц тройной, потому что катался он, конечно, сегодня очень мощно. Особенно в сравнении с казанским этапом, где у него было 3 падения. И, конечно, это было определенной катастрофой. Но здесь прям, ну, программа была видна. И вышел он прям вот с настроем таким чемпионским. Смотрите, четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом, первым элементом, с руками наверх. У него еще такие прыжки прям красивые, когда он чисто их исполняет. Посмотрите, какая высота. Сальхов второй. Аксель был выполнен вообще нереально красиво и на скорости, и очень легко, как будто бы без усилий абсолютно сделан. Если на четверных еще видно, какие усилия он прикладывает для того, чтобы сделать тот тройной аксель, вообще был невероятной красоты. Затем во второй половине каскад, тройной луц, тройной тулуп. И вот тот самый злополучный лишь двойной луц. Непонятно абсолютно, зачем он там нужен. Конечно, мы расстроились в этот момент, но потом держали кулачки, потому что на этом луце должна была быть комбинация еще с 2 двойными акселями. И он молодец, не расклеился после этого луца, а поехал и на тройном флипе эту комбинацию сделал и дожал эту программу. И поэтому сейчас точно по праву может гордиться этим прокатом. Молодец. Да, если и потерял он на этом
Луца, точнее, ну, да, как это, если рассматривать его просто как Луц, балла 3-4, наверное. Посмотрим, помешает ли ему это сохранить свою позицию. И он первый по произвольной программе и первый по сумме двух программ. 226. Молодчина, Макар. Макар сегодня самое популярное имя, между прочим, в наших соревнованиях. У нас их целых 3. Всех остальных максимум по 2 было. Макар. Поздравляем его и тренеров. А впереди катание лидера после короткой программы Артем Федотов. Он катается под программу «Поэт на ветру» в исполнении знаменитого испанского фламенко-гитариста Висента Амиго. Артем Федотов. Артем Федотов из московской школы «Хрустальный» завершает эти соревнования своим выступлением в произвольной программе. Ну что, решили не исполнять четверные прыжки, да, в своей произвольной программе. На что сделали ставку, получается?
Ставку определенно делали на чистый прокат, потому что в заявке стояло и четверной сальхов, и 2 тройных акселя. От сальхова отказались. Было видно, что разминка тяжело идет на 6-минутке. Мы, конечно, видели, что и с тройным акселем были сложности. Сергей Викторович там настраивал этот элемент, и практически настроили они его до чистого исполнения. Но я думаю, что план был такой, что если он делает чисто первый аксель, добавляет к нему каскад и идет во второй. Но так как на первом акселе был степ-аут, и он был сольный, то решили дальше с тройными прыжками чисто докатать программу, с чем Артем справился. К тройным прыжкам не возникало никаких вопросов, ни один из элементов даже на пересмотр не ставили арбитры. Но с одними тройными прыжками, наверное, в этой ситуации очень сложно удержать не то что лидерство, а даже конечно, о пьедестал. лидерстве, я Как быть? думаю, сейчас говорить не стоит, но это лишь первый сезон Артема в юниорском катании, и то, что он был лидером в короткой программе, это уже о многом говорит, а в произвольной самому Артему еще есть куда расти, и даже до своих собственных возможностей есть куда добавлять, так что уверена, что поработав на тренировках, усилив контент, он еще поборется за самые высокие позиции, все впереди. У него очень хорошее владение коньком, но вот именно корпус у него подзажат. То есть эмоционально и по корпусу он еще пока что тоже надо раскрываться. Но Артем получает на 10 баллов больше, чем он получал на турнире в Красноярске, но этого все равно оказывается чуть-чуть недостаточно, несколько десятых недостаточно для того, чтобы хотя бы остаться на пьедестале. А впереди Макар Солодников, Илья Мальков и Даниил Жолобов с отличным катанием, красивыми программами, которые доставили нам, зрителям и комментаторам, и всем, кто здесь был на трибунах прекрасной Омской арены, и, конечно же, зрителям Первого канала огромнейшее удовольствие. Да, это был заключительный этап Гран-при для юниоров, поэтому хочется сказать спасибо нашим замечательным юниорам за то катание, которое они нам показывали на этих этапах. И, конечно же, ждем с нетерпением новых соревнований. Ждем с нетерпением. Скоро будут взрослые кататься. А мы с Анной объявляем соревнования среди юниоров закрытыми. И не прощаемся с вами, а говорим до свидания. Спасибо, что смотрели.
господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителя и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири» среди юниоров. Победителем турнира становится Макар Солодников, Пермский край. Второе место занимает Илья Мальков, Республика Татарстан. Обладателем бронзовой награды становится Даниил Жолобов, Москва. Медали победителю и призерам вручает рефери соревнований Сергей Чемоданов. Цветы победителю и призерам вручает технический контролер Ольга Кожемякина. Награждается тренер победителя Екатерина Патласова. Фотография на память.